Ну, ты вопросы задаешь. Ой, ну про Ripple мы с тобой можем долго дискутировать. А как бы так, чтобы хотя бы сохранить и, может быть, чуть-чуть обогнать инфляцию? Пузырь уже огромный. Человек с самым высоким IQ говорит, что биткоин пойдет на 220 тысяч долларов в следующие 45 дней. Давайте я один из камней разыграю среди наших зрителей. У кого будет максимальный объем на торгах на Bybit за этот месяц, я подарю, например, вот такой вот желтый сапфир 5 карат. Друзья, привет! Как всегда, комплексный большой выпуск. Начнем с интервью с Александром Кубышкиным, который, в свою очередь, для нашего сообщества предоставил в бесплатный доступ свою образовательную программу по макроэкономике. Для того, чтобы вы лучше понимали циклы, для того, чтобы вы лучше понимали о том, о чем говорит Александр Кубышкин, как читать и расшифровывать его послание, куда же рынок пойдет в среднесрочной перспективе. Бесплатный экономический курс. Образование уже доступно в закрытом чате. Кстати, ребята уже получили эту ссылку. Ну, а вы, если наш партнер канала, либо вы в закрытом чате, он бесплатный, еще раз напомню, пожалуйста, приходите и получайте образование. Итак, Александр Кубышкин сегодня. Куда ждать рынки? Прежде всего, после этого, конечно же, таблеточка памяти и технический разбор. Куда дальше мы ожидаем биткоин? После интервью мы поговорим о технической картинке биткоина. Итак, встречайте, Александр Кубышкин. Дамы и господа, я приветствую вас на канале Crypto Family. Сегодня у нас будет конструктивный разговор про фондовый рынок и, в частности, про то, чего стоит ждать или не стоит ожидать от ближайшего будущего. Рынки сегодня красные. У нас сегодня в гостях эксперт финансовых рынков Александр Кубышкин. Добрый день. Ну, чего ж тут нет-нет не добавить. Рынок сегодня красный, как и до этого. Был до 18-20 числа вниз, небольшой передышка, отскок и еще разок вниз, немножко в декабре. Это не финансовый совет, но это были ожидания, которые сделаны были в прошлом выпуске. Но, если помните, Александр, мы в прошлый раз говорили, что будет немножечко турбулентность, будет немножко трясти. Так оно действительно и происходит по ожиданиям, по вашему предсказанию, по вашему прогнозу. За это вам низкий поклон и спасибо. Но хотелось бы сегодня обсудить с вами, что называется, ближайшее будущее, ближайших 2-3 месяцев, ну, как минимум до января-февраля, ваше видение, на чем оно основывается. И первый вопрос я хотел бы задать от наших зрителей. Один из наших зрителей попросил вас спросить вот что. Не считаете ли вы, Александр, что Трамп 1.0 и Трамп 2.0 как под копирку? Ведь Трамп 1.0 ознаменовался тоже большим снижением, такими некими падениями черных лебедей, а потом вертолетными деньгами. И вот сейчас на арену выходит новостная повестка про раздачу людям, у которых меньше 100 тысяч долларов доход, по 2000 долларов. А в других кулуарах, в других кабинетах говорят, что есть некая банковская неэффективность, нехватка ликвидности, и когда банкиры пришли просить, мол, а давайте как-то это порешаем и решим, то было принято решение, а давайте, чтобы и вашим, и нашим мы получим политические дивиденды, раздавая деньги, тем самым вольем в систему денег. И вам будет хорошо, и нам, и мы заодно это все обернем в обертку, поскольку идут суды по пошлинам. Скажем, что это все благодаря пошлинам. Вы денег получите. Ну, а в третьих кабинетах говорят, что так это ж чистой воды подкуп. И вот тут мы хотели бы разобраться, чего вы ждете от этого вливания, что это за вливание от Трампа, ведь когда-то это были ковидные деньги, сейчас это деньги пошлин, но как-то все под копирку складывается, Трамп-1, Трамп-2. Какие вы видите банковские риски и чего ждать нам в ближайшие месяцы? Комплексный вопрос от нашего зрителя. Про Трампа пока сказать вообще ничего не могу. Это вполне возможно какая-то утка. Ну, разговоры ведутся, безусловно. Случаи, если произойдут какие-то, он вполне вероятен. Понятно, что мы очень растянутые в отметках. Пузырь искусственного интеллекта растет, и проблемы на рынках частного кредита постоянно нарастают. Мы видели в конце октября проблемы на рынках репо. Безусловно, закинуть удочку и прощупать почву. На данный момент мы видим, что очень слабые данные по рынку труда, несмотря на то, что был шатдаун и данные официально не выходили. Несколько опросников частных показывают, что ситуация на рынке труда ухудшается. Покупательская способность сильно проседает и, безусловно, робчает, как говорится. И
закинуть такую удочку, безусловно, имеет смысл в том плане, что если ситуация будет ухудшаться, и если мы предположим, что в ближайшее время произойдет в финансовых рынках, то нужно учитывать такой факт, что налоговые поступления бюджетные очень сильно зависят от рынков. То есть прямая зависимость налоговых поступлений от того, как ведут себя рынки. Если, предположим, упал на 30%, это, соответственно, вызывает довольно серьезный кризис с точки зрения бюджетной. И, можно сказать, ужас-ужас, давайте всем поможем, вольем, дадим каждому по $2000, пусть оно будет $3000. Мне кажется, сумма по себе нерелевантна в данном случае, чтобы вызвать следующую волну спекуляции и поддержать вот этот пузырь, который, безусловно, находится на таком критической отметке и уже давно готов сдуться, но вот пока отказывается это делать. Насколько тут Трамп 1.0, 2.0, мне кажется, здесь скорее больше динамика, и Трамп плывет по течению. Безусловно, то, что мы видим, программы, так сказать, реиндустриализации, о которой так много говорят, скоро Америка станет опять великой индустриальной нацией, мы не видим этого. Во-первых, мы видим, что показатели индустриального производства находятся в депрессивной территории, очень большие проблемы с наймом персонала, то есть читаем иногда новости, что на завод не могут найти обычных работников с опытом, где предлагаются зарплаты в 120 тысяч. То есть мы видим как раз-таки динамику, то, что вот перезапуск этой индустриализации, он не происходит. Если бы он происходил, мы бы видели очень высокие отметки по индексам PMI, мы бы видели очень устойчивый спрос на новые заказы, как лидирующий индикатор, мы бы увидели большой рост грузоперевозок, грузоперевозки сильно проседают, мы бы увидели рост цены на нефть, картина выглядит довольно печально, и, соответственно, мы вот живем, и поддерживается вся эта динамика только пузырем искусственного интеллекта. Но вот на прошлой неделе вышла как раз-таки статья, где написано, что стоят два огромных центра обработки данных, которые не могут подключить к сетям. И говорят, что может подключить через 2, через 3, а может быть и через 5 лет. Соответственно, если мы учитываем, что средняя продолжительность жизни чипов, полезная продолжительность жизни чипов 3 года, то как раз-таки, когда подключат эти дата-центры, все это оборудование превратится в хлам. Пузырь, который мы сейчас видим с точки зрения вот искусственного интеллекта, он основан не то, что NVIDIA не сможет произвести чипов или Oracle не достроит там какие-то определенные свои facilities. Проблема в том, что не хватает энергетики, проблема в том, что не хватает сетей. Этому никуда не деться. То есть один пузырь накладывается на другой, и, соответственно, когда он будет схлопываться, будет, конечно, намного больнее, чем если бы мы схлопнулись раньше. И под эту программу, конечно, можно уже запустить утку $2000, чтобы никто не волновался. Показывается, что ритейл, если что, мы дадим ритейлу деньги, чтобы они пошли в спекулятивную активность. А если ты раздаешь деньги, как мы видели по примеру пандемии, они идут на рынок, потому что 2000 ты можешь потратить. С одной стороны, это позитивно для экономики. Если ты затащишь и начнешь торговать мемкоинами, особенно если рынок попрет вверх, все будут довольны, и эту ситуацию выправить. Но это опять-таки латание дыр, которые фундаментально не решают проблемы, которые есть и в экономике, в глобальной, и в геополитической среде. Поэтому, да, латание дыр. Если мы говорим о вот этих вот пузырях, ведь зачастую, если мы вспомним предыдущие годы, предшествовал развороту рынка биткоин, как правило, за месяц до. Если мы вспомним 2021 год, наверное, не совсем правильно было бы сравнивать, потому что макроэкономические данные сейчас и тогда были разные, ставка была разная. В общем, наверное, не совсем правильно. Но рисковые активы идут на опережение. И то, что мы сейчас видим, со 126 через шорт-сквиз биткоин развернулся, и сегодня 92. То есть он уже 26-27% примерно плюс-минус дал усадки на опережение. Последует ли, по-вашему, разворот S&P 500 или NASDAQ? И какие ваши ожидания? Посмотрим, что NVIDIA в среду скажет, да? Если они опубликуют, что у них убытки неожиданно рисуются, я думаю, мало никому не покажется. С биткоином биткоин для меня в долгосроке это такой рисков актив, куда бежать, наподобие золота.
Что интересно, что сейчас, за последнее время, когда биткоин вот буквально в конце прошлой недели достиг такой важной отметки, что за год он вышел в ноль и даже слегка в негативную территорию, сегодня эта тенденция немножко усугубилась, то как раз-таки соотношение золота к биткоину сейчас показывает очень интересную динамику. То есть, если эта динамика будет продолжаться, можно исходить из того, что золото будет продолжать скажем, обгонять с точки зрения динамики биткоин. То есть они могут оба падать, но золото будет падать меньше, или оба расти, или биткоин падает, золото растет, но золото тут базово немного обсуждали, где вот эта граница, после которой начинает пропасть. Это когда вот этот дикий койот, как в мультике Warner Brothers, который всегда бежит, через какое-то время обнаруживает, что он бежит по воздуху, и начинает свободное падение. Такое ощущение сейчас присутствует, и при том, что даже ребята, которые долгосрочно очень буллиш по биткоину, понимают, что начинают чесать репу, говорят, что походу сейчас нужно, по крайней мере, снизить позиции. С другой стороны, мы видим жуткий страх, мы видели за последний месяц огромный уровень ликвидаций. И тут, конечно, посмотреть на то, что одно дело то, что делает биткоин, он, конечно, может быть предвестником вот таких событий. С другой стороны, мы можем посмотреть на то, что происходит в самом NASDAQ. Все-таки там корреляция довольно приличная. И если мы смотрим как раз-таки на американский рынок, то сейчас вот именно вот на этой неделе у нас такие критические отметки, где мы тестировать будем вверх-вниз, вверх-вниз. Я думаю, распродажи, которые мы увидели, возможно, на этой неделе еще увидим, скорее приведут к тому, что у нас начнется довольно быстрое восстановительное движение. Я не претендую тут на какой-то момент истины. Я понимаю, что мы сейчас сидим на таком мостике, гадаем 50 на 50. Ни хорошо, ни плохо. Но базово, если мы смотрим с точки зрения, вот опять-таки, Apple, Microsoft, Google, эти компании сейчас хорошо немножко откоррегировались, и, в принципе, если смотреть в долгосроке, они должны пойти выше. Во-первых, почему это? С одной стороны, мы видим, если смотреть вот по фактам, которые говорят, что, скорее всего, эта динамика пойдет еще выше, и мы еще не видели, это еще не начало вот большого кобздеца. В первую очередь, это, безусловно, стабильные потоки из ETF. То есть каждую недельку туда 30 миллиардов падает, соответственно, это все держит потенциально рынок. Мы, конечно, получили шатдаун на новостях, которых мы получили распродажу какую-то определенную. Безусловно, сейчас будут поступать новые данные, которые несут за собой риск, но базовое это снижение, опять-таки, определенной точки напряжения, которая присутствовала постоянно и давила где-то на рынке. А с точки зрения системы, с точки зрения вот этих рынков репо, которые в конце октября очень себя вели, мягко говоря, странно, то здесь вот сейчас, спустя 3 недели, 2,5 недели, мы видим, что все успокоилось, что все операции, которые проводил ФРС, они, скажем так, увенчались успехами. Если посмотреть на балансы банков, то на этих балансах довольно много пороха, которые могут любую волатильность на этих рынках загасить, если это потребуется. То есть с этой точки зрения такой какой-то нестабильности, резкой необходимости запускать программы QE, они будут по-любому, они будут в какой-то другой форме. На данный момент их нету. То есть, в принципе, дискуссия о том, что вот когда мы с тобой обсуждали эту статью Артура Хейса, что там ужас, на самом деле, если копнуть, там не такой и ужас. Рисуется, и картина довольно стабильная. То есть мы получаем то, что будет снижаться немножко какой-то TGA, мы получаем, что снизился немножко давление на рынках репо, все это где-то позитивно. Мы получаем какой-то крайне негативные данные из Китая, что будет говорить о том, что стимулирование именно со стороны Банка Китая будет увеличиваться. И мы понимаем, что Федеральная резервная система, она, в принципе-то, еще ничего не делала, на самом деле. То есть она пытается там какую-то ставку на 25 базисных пунктов снизила и смотрит, что произойдет. Конечно, в конечном итоге она опоздает. Я думаю, может быть, даже в декабре еще мы получим какое-то снижение, что также может вызвать какую-то позитивную реакцию со стороны рынков. То есть с точки зрения, да, чем глубже мы погружаемся в эту пучину, тем, скорее всего, реакция со стороны властей будет более серьезной.
И вот это дает какую-то определенную стабильность. Вот пузырь искусственного интеллекта, он не дает ощущения, что он прямо вот сейчас готов сдуваться. Проблемы на частных кредитных рынках, они растут, но тоже не видно так, чтобы сейчас прямо что-то лопнет. Спреды ведут себя относительно нормально. Если вот мы смотрим на последнюю динамику 2-3 недель, все-таки все вот эти осцилляторы, которые технически были, они хорошенько ушли. Мы были вот в октябре, мы были на очень таких задранных всех территориях, и все-таки вот эту спесь удалось немножко сбить. И теперь вопрос, сходим мы еще чуть ниже, или скорее уже сейчас будет разворот, и пойдем опять в какую-то территорию. На мой взгляд, главный риск — это какой-то лебедь, который прилетит. Ну вот я тебе говорю, Nvidia, убытки как море, и тогда все почешут репу и скажут, что с этим делать. Но я не думаю, что этого произойдет на данный момент. Поэтому я остаюсь, скажем так, я остаюсь конструктивным на ближайшие там 3, 4, 5 месяцев. И я могу представить, что мы увидим S&P в ближайшее время даже на 8 тысяч куда-то туда, потому что ликвидность вот сейчас Федерального резерва будет поступать, долги нужно перефинансировать. Вот этот пузырь, он еще, на мой взгляд, лопнуть не готов, и он займет какое-то время. Но если мы говорим о лопании пузырей, то, как правило, последствия лопания пузырей — это достаточно серьезная история, которую многие недооценивают. То есть это не то, что там, знаете, какой-то бадабумчик, это не про 22 год, это была просто локальная коррекция, да. То есть мы должны понимать, что мы говорим о невероятно серьезных вещах, поскольку это будет даже не бум доткомов. Правильно я понимаю? Это будет что-то более серьезное. И единственная позиция, которая у него есть, это путы на Палантир с ценой, которая 75% out of the money. Там где-то в 27 году он заложил. То есть он 9 миллионов туда поставил. Если он окажется прав, то его будет общий доход где-то в районе 250. И он сказал, мне надоело слушать всю эту клоунаду, все эти дискуссии. Просто говорит, вот понятно, что дислокация будет огромной. И будет она 75 или 50%. Как она будет проходить, мы не знаем. Базово-то пострадают не люди, которые с утра до вечера сидят на рынках и что-то торгуют и имеют какие-то возможности где-то вовремя срезать. Базово пострадают те люди, которые вообще не в теме, которые сидят в каких-то пенсионных накоплениях, которые доверяют вот каким-то банкам, системам и прочим, которые не смогут отреагировать на эту ситуацию адекватно, будут говорить, да-да-да, сейчас отскочат, все спасут, и в какой-то момент вот эта вся покупательская способность пропадет. Не про трейдеров идет речь, тут и не про людей, которые сидят в рынке, мы можем потерять 20%, это будет ужасно. Основная масса, она-то не в курсе того, что происходит. По новостям ты реагировать на это тоже не сможешь. Опять-таки, то есть я говорю, пока это, мне кажется, еще волна конструктивизма остается, особенно если сейчас еще 2000 каждому раздадут, так вообще будет очень весело. То есть не сейчас. Все складывается вот, что не сейчас это все будет. Я правильно понимаю посыл? И я тебе скажу так, у меня хеджи стоят, что если это произойдет сейчас, я буду очень счастлив. Но в то же время я понимаю, что я нахожусь одновременно в риске, потому что, на мой взгляд, жестких предпосылок того, что вот происходило в сентябре, в октябре, когда вот постоянно что-то шуршало. Даже вот перед вводом тарифом Трампа настроение среди вот этого investment community было намного негативнее, чем мы это видим сейчас. Сейчас идет разговор, будет у нас ралли или не будет. Вполне возможно, и не будет, ну, значит, мы где-то будем в боковике, может быть, таскаться, или небольшой рост покажем. Но какое-то должно произойти событие, которое, мне кажется, рынки пихнет наверх. Ну, вот я в данном случае смотрю сейчас на доходность короткого конца, самого короткого, 30-60 дней, годовые, двухгодовые. Ну, и я смотрю на то, что все-таки будут понижать ставку, судя по всему. И насколько это будет помогать, не знаю, но всегда для меня было показателем того, что если ставку повышают и ставка высокая, значит, очень даже все неплохо еще в системе, поскольку, ну, для того, чтобы ставка и дорогие деньги заработала, нужно годика полтора. И как только начинают сильно, резко снижать ставку на деньги, вот это первый звоночек, что, ребят, все уже не очень хорошо, по-моему, пора. А еще второй звоночек — это, конечно же, разность между короткими бандами, месяц, 2 месяца, и CPI, как CPI, так и Core CPI. Если мы посмотрим по этому показателю, я пока не без графиков хотел бы просто у вас спросить ваш комментарий, Александр. Если мы говорим о доходность бандов и о инфляции, то есть базовый экономический параметр, который говорит, в Америку будут литься деньги рекой, либо не будут деньги литься рекой, и куда будут литься
пятилетние, 20-летние или месячные бумаги. Вот это очень тонкий момент. И какая доходность месячных или двухмесячных или шестимесячных бумаг относительно инфляции? Верят ли инвестора, что что-то с этого заработают, и стоит ли бежать табуном в трежерис или стоит искать какую-то тихую гавань? Первая часть вопроса. А вторая часть вопроса о том, что когда доходность трэжаков падает в процент, в 1% или ниже, то деньги начинают искать какие-то еще варианты, поскольку в банды нет смысла заходить, ведь доходность крайне ниже инфляции, а значит, нужно искать еще что-либо. И завсегда в такой парадигме это было хорошее время для того, чтобы набирать позицию каких-то, может быть, даже и рисковых активов, может быть, даже и биткоина. Поэтому вот комплексный, обширный вопрос, но кому, как не вам, Александр, знать на него ответ? Пожалуйста. Вообще с бандами нельзя смотреть исключительно как элемент какой-то локации, как с акциями. Потому что огромные объемы на этих рынках, они инвестируются в банды, потому что есть предписание. Пенсионный фонд не может решать, что он положит 60% своих денег в акции Мета или того же Гугла. То есть все эти институты работают по принципу asset liability match, то есть они знают, что в ближайшие 30 лет им нужно будет какие-то делать определенные выплаты, и банды играют как раз-таки роль, чтобы вот эти кэшфлоу, их прямо хорошенько сделать так, чтобы у вас не было рыночных просадок, чтобы вы не зависели от какой-то ценовой динамики. Тут интересный в долгосрочной перспективе будет такой тренд, так как бумеры выходят на пенсию, и вся эта динамика, то, что длинные банды, которые как раз-таки для этих товарищей и закупались в основном, сейчас мы видим, что эта динамика будет меняться, такого спроса не будет. Вообще, если мы посмотрим, плюс если мы говорим про инфляцию и прочее, то, ну, если мы посмотрим то, что происходило в 10-х годах в Европе, где банды в основном давали негативную доходность, вопрос, кто их покупал. И проблем у Германии тоже продавать банды с негативной доходностью, то есть, ну, я даю в долг и знаю, что ты мне вернешь денег меньше. То есть мы всегда упускаем, что у бандов определенных есть функция, которая используется в системе как залоговый инструмент для получения того же левериджа, где ты можешь заработать дополнительные деньги. То есть сама по себе доходность, она в бандах не обязательно играет первичную роль именно с точки зрения получения купона. Потому что в зависимости, какая облигация, срок погашения, у них имеют другие, опять-таки, способы их применения для зарабатывания денег. То есть это тоже нужно, безусловно, учитывать. С точки зрения длинный конец, короткий конец, то, что мы сейчас наблюдаем, это, безусловно, что сначала Йеллен, а теперь и Бессент, выпуски облигаций сместились на короткий конец. Дискуссия идет, почему это объясняется, и дискуссия идет как раз-таки в том русле, что на дальнем конце отсутствует достаточно покупателей, а передний конец до 2 лет, он, в принципе, ликвидный и может считаться, как, в принципе, как суррогат денег. То есть он имеет довольно стабильную стоимость и может использовать вот как раз-таки в залоговых цепочках. Дальний конец немножко сложнее, потому что если ты купил 10-летнюю облигацию и продержал ее 2 года, ей уже 8 лет, непонятно, как ее оценивать, то компонент ликвидности довольно сильно падает. И поэтому, учитывая, что дефициты у американцев очень большие, именно с этой точки зрения вот смещение выпуска на короткий конец, оно имеет, безусловно, логику под собой. И второй вариант, который проедут. И второй компонент, который нужно учитывать, если мы говорим, что на дальнем конце недостаточно покупателей, перекладывание выпусков на передний конец показывает о том, что система где-то достигает определенного своего пика перефинансирования. Если мы смотрим с точки зрения общего объема системы и количества долгов, то, безусловно, проблемы, которые мы испытываем, они присутствуют. Но они созданы рукотворно. Я думаю, что они, в принципе, решаемые, и над этим уже сейчас работают. То есть, опять-таки, с банков снизят потребность учитывать трежерис в общем структуре своего баланса, так называемый supplementary leverage ratio, что освободит огромное количество балансового объема. Второй вариант, о чем сейчас идет речь, это то, что JP Morgan и Джейми Даймонд, по большому счету, очень сильно медийно проталкивают идею использования дисконтного окна,
грубо говоря, установка искусственное дыхание. Если ты исторически туда приходил, то значит, что у тебя совсем все очень плохо. Но вот Джейми Даймон и JP Morgan, как самый крупный банк, хотят убрать стигматизацию с использования этой линии, что будет означать, что по большому счету банковская система и ФРС, они опять находят очередную точку соприкосновения, гибкости, которая позволит все проблемы с точки зрения регуляторной для банков снизить. И балансы там раздуваются на триллионы и триллионы и триллионы. То есть проблемы, которые мы испытываем на рынке долга, на самом деле устраняемы относительно легко технической подкруткой. Проблема в том, что техническая подкрутка требует политической воли и политического согласия, чем мы в США давно уже не видели, и что мы прекрасно наблюдали с точки зрения шатдауна. И вот эта вот проблема, вот этот риск, что в какой-то момент ребята не разберутся, опоздают, и, безусловно, может произойти какой-то вот элемент несварения. Но банды, опять-таки, для меня сейчас вот все, что до 2 лет, это прекрасная возможность иметь аллокацию 10-20%. Потому что если мы исходим из логики, что будет финансовый кризис, да, и будет какой-то серьезный замес, то, безусловно, в самую жесткую динамику, когда начнется распродажа, они будут по всем активам. Золото попадет туда, то, безусловно, доллары, как короткие трежерис, сохранят свою ценность. В динамике через какое-то время в ноль пойдут и остальные трежерис, потому что как будет происходить? Кризис, небольшое снижение ставки, и потом мы быстро уберемся в ноль. То есть у трежериса, безусловно, есть краткосрочно потенциал, если ты ставишь на серьезные кризисы, то это прекрасные инструменты для вот сейчас находиться там. Единственное, что нельзя делать, это покупать ТЛТ и 20 лет в них сидеть, потому что обратная функция происходящего, что на рынках будет выкупаться, будут раздаваться деньги, там будут раздаваться не по $2000, будут делаться все, что угодно. Потому что эта система, ни один политик не даст этой системе завалиться. А для поддержания этой системы нужно просто ее дальше раздувать. Назовем это ликвидностью, какую бы форму она в конечном итоге не приняла. И, соответственно, в данном этапе тогда мы и получим ту динамику, как у тебя будет введена так называемый yield curve control, или они будут контролировать ставки выпуска бумаг. А куда их впихнуть? Ну, заставят, по большому счету. Они же заставляют пенсионные фонды держать эти бумаги, страховки держать эти бумаги. Им никуда не деться, им приписано это законом. Соответственно, в конечном итоге все бремя вот этой негативной динамики будет в конечном итоге ложиться на плечи налогоплательщика, потому что в конечном итоге эти корпорации будут как раз-таки на него это все перекладывать. Поэтому краткосрочно короткий конец трежери супер, да, длинный, опасный, а в долгосроке я бы вообще руки, особенно дальнего конца американского, держал руки подальше. Да, сейчас, видите, когда мы говорим о том, куда бежать деньгам, многие люди сейчас задаются вопросом, а действительно, а куда? Но ведь сейчас выходит на арену уже не возможный апсайд, куда же мы там вырастем, а на арену выходит, а как бы так, чтобы хотя бы сохранить и, может быть, чуть-чуть обогнать инфляцию. То есть аппетит уже начинает падать. Вы правы абсолютно. По всем метрикам сейчас на рынке реальный страх. Если мы говорим про рисковые активы, ну, как бы, как вам сказать? У рисковых активов сейчас реальный страх и паника на рынке, потому что биткоин сейчас 92. То есть, казалось бы, еще совсем недавно 96, 107, а сегодня 92, и люди уже как бы понимают, что может провалиться и на 85, и на 77, начинаются ожидания, ну, крайне негативные. Соответственно, в эти моменты мы потихоньку-потихоньку начинаем накапливать спот-позиции. А вот на фондовом рынке другая ситуация. Там мы вроде как около хаевых значений, и базовые индикаторы серьезные, там World Economic Health, денежная ликвидность, говорят, что да, замедление какое-то может быть, боковая какая-то история может быть, но без существенных каких-то провалов. Но именно это и пугает. А что если что-то пойдет не так, и вроде как мы на хаях, и коррекции еще никакой не было, а в фондовом рынке страх тоже растет, вот что самое интересное. А какой бы мы могли рассмотреть самый безопасный сценарий с точки зрения рисковых активов, и в частности биткоина? Александр, мы с вами совсем недавно говорили в личном общении, что пора это все резать и крыть. Если помните, вы можете подтвердить нашим зрителям, а то ведь не верят, что совсем еще недавно ведь было такое. Так и сделали.
Потому что, знаешь, одно дело вот спекулировать на биткоине на 3 копейки. Ну, если где-то и ошибешься, ну, да и ничего страшного по факту, да. А вот сидеть, что называется, на всю котлету в активе, который теряет 26-30%, а впереди еще все 50, ведь математику мало кто хорошо изучал, но об этом говорит математика, что если ваш биткоин скорректировался на 30%, то от этой коррекции 50-60% он еще смело может сходить. Поэтому не хотелось бы оставаться с половиной денег на руках. Давайте рассмотрим вот криптоисторию. Ну, ты знаешь мой подход к этому. То есть с точки зрения долгосрочно локация должна быть относительно твоего восприятия, сколько ты можешь нести риск. То есть я вот в своем портфеле Cuba Vision заложил 7,5%, и несмотря на всю эту катавасию, портфель, в принципе, в октябре вышел в ноль. Что окей, потому что он за этого за год сделал 60%. И я думаю, это вообще уже заоблачные какие-то цифры. И понятно, что в следующем... Когда-то за это нужно будет расплачиваться, но если так смотреть, то да, мы с тобой долго это дискутируем, когда может пойти, куда может не пойти, будет отскок, не будет отскок. Мне кажется, просто с точки зрения вот долгосрока, вот если мы сейчас говорим вот о ситуации, которая может развиваться негативно, то есть половину позиции порезать и черт с ней, и потом посмотреть, как она будет проходить. Когда динамика поменяется, добавить до обычной локации. С точки зрения рисковых активов, тут, ну, вот ты тогда сказал, пойдет ли капитал в США или не пойдет, нужно учитывать, что больше 70% мировой капитализации акций – это американцы. То есть капитал уже и так уже весь там. Вопрос, куда он побежит в обратной динамике. И здесь, если будет очень негативно. Простите, Александр, я говорил, не в Америку пойдет, а в длинный конец, ну, в трежерис пойдет ли. Я не говорил, чей капитал. То Не-не, в есть самом американский начале, капитал. да-да-да, в самом начале, когда мы говорили, ну, неважно, ну, в общем. Факт в том, что очень все деньги, которые за последние 15 лет высосала Америка, они куда-то должны в обратной динамике пойти. И тут, безусловно, если мы посмотрим, если американцы смогут реализовывать агрессивными методами любыми, вот и раздавая чеки, это будет крайне негативно оказывать влияние на доллар, снижать доллар, и капиталу имеет смысл куда-то валить. Вопрос куда? В принципе, огромное количество рынков, которые с точки зрения оценок довольно привлекательные и где можно довольно спокойно работать. В принципе, можно брать глобальные компании value. То есть, мне кажется, после 15 лет медвежьего рынка вот именно в компаниях стоимости, value, глобальных корпорациях мы получим в ближайшее время довольно хорошую динамику. Ну, ты хочешь находиться в корпорациях, которые работают по всему миру, которые не завязаны на один рынок, которые заработают в производственном секторе, имеют какой-то физический бизнес и генерируют стабильную и могут платить дивиденды. То есть вот если начинается какая-то хрень, то лучше находиться в этих активах. Опять-таки, это не значит, что они не будут падать, но если они упадут на 5%, а NASDAQ упадет на 40%, то ты общую толпу, которая занимается спекуляцией, на 35% обогнал, и это уже дорого стоит. Поэтому есть определенные тренды, которые вот сейчас мы видим. В этом году отлично отработали голдмайнеры, отлично отработали все, что связано с медью, добытчики меди, в первую очередь, потому что были проблемы на крупных месторождениях. И сейчас, на мой взгляд, такой очень интересный трейд, все, что связано с энергетикой. Это то, что мы говорили про искусственный интеллект. Центров настроили, а сетей, чтобы их питать, и энерговырабатывающей динамики нету. Поэтому тут, когда мы говорим и про уран, долгосрочный бычий тренд, все, что связано с этими передачами, мне нравится нефть, все, что связано с Midstream или все, что связано с сервисными компаниями, которые обслуживают энергетический сектор, мне кажется, хорошую долю портфеля можно закладывать, потому что долгосрочно это имеет место быть. И таких тем довольно много, да, они могут скоррегироваться, но опять-таки на фоне того, что вот эти дисбалансы мировые потребуют вливания капитала именно в определенные сектора критические, их определить довольно несложно, и они будут, безусловно, главными бенефициарами того, что будет происходить в ближайшее пятилетие. Но так как ты не знаешь, как это будет происходить, каким темпом, то всегда нужно держать какую-то порцию портфеля в каких-то бумагах, которые показывают совершенно другую динамику. Те же самые трежаки или тот же самый техсектор, какой-нибудь там кибербезопасность или роботизацию, чтобы был какой-то вес в портфеле и не нужно было угадывать, куда это все движется.
Вот, кстати, интересный момент. Вот биток льется сегодня. Именно сегодня в США стартовали торги спотовым Solana ETF от OneIC. Тикер VSOL. Вот интересный момент. Вроде как бы биток сливается. Вот видите, 92 во время нашей записи. Только что был 96, сейчас 92. А тут вот солановский ETF начинает торговаться. Сейчас посмотрим на притоки. Интересный момент. То есть, видите, краны ликвидности потихонечку прикручивают к второму эшелону. Да, после эфира вот пошла уже Solana, там дальше у нас H-Bar, у нас Ripple и так далее, и так далее. Какие ваши ожидания вообще вот с точки зрения фундаменталиста, с точки зрения с точки зрения эксперта фондового рынка в частности, как вы смотрите на эти инструменты в виде ETF, например, на Solana, на HBAR, на Ripple? Что для вас эти активы? Это что-то фундаментальное, либо просто спекулятивные пустышки? Ой, ну про Ripple мы с тобой можем долго дискутировать, но мне кажется, мы более-менее на одной линии, что это довольно надутая история на самом деле. Тут же как? Все очень просто. Есть спрос, будет предложение. И мне кажется, наигравшись с биткоином и эфиром, народ требует новых игр и нового хлеба. Безусловно, индустрия пытается эти решения предоставлять. Ну, посмотри, у нас больше 70 ETF с левериджем уже выпустили за последние пару лет, в том числе на какие-нибудь там NVIDIA с трехкратным плечом. То есть придумать можно все, что угодно. Меняет ли это что-то фундаментально? Мне кажется, долгосрочно, безусловно, потому что сюда попадает фактор не чистой крипты, но и товарищи, которые сидят на фьючерсах и которые могут играть с ценой несколько в других объемах, на других площадках. Делает ли этот рынок стабильней? По крайней мере, не похоже. То есть по теории должно, но, по крайней мере, на данный момент это не видно. Но мне кажется, вот такая динамика, она довольно легко объясняемая, особенно с точки зрения вот молодого поколения, которое понимает, что у них в этой системе нету шансов. И по большому счету, работай ты не работай, на дом ты не заработаешь, квартиру нормальную не снимешь, машину нормальную ты на обычной работе тоже не купишь, жениться ты не сможешь, ребенка ты обеспечить не можешь. То есть у тебя, по большому счету, сплошные затыки, если ты не родился в какой-то богатой семье. И, соответственно, обратная сторона этой медали, что начинается идти жесткая спекуляция. То, что мы видели и в мемкоинах, то, что мы видели вот Goldman Sachs Non-Profitable Companies Index, которые вот до недавнего времени летели, сейчас коррегировались. Но вот эта спекулятивная волна, безусловно, она приводит к тому, что постоянно появляются новые инструменты. И для меня на данный момент это скорее больше спекулятивная какая-то история, чем нежели это фундаментально меняет направление индустрии. Потому что вот таких ETF фундаментально саму индустрию не меняет, они могут менять поток капитала и спекулятивную ее цену. В том числе вот биткоин начал этим заниматься, биткоин предназначался изначально для других целей, во что мы его превратили? В обычный спекулятивный актив. Будет ли он там нарратив дигитального золота, не дигитального золота? Это второстепенно. Базово сейчас биткоин и вся криптовалюта — это высокая волатильность, возможность спекулировать и получить довольно быстро довольно высокие барыши. И ETF — это просто следующий этап распространения этого инструментария на дальнейший сегмент. Но смотрите, есть тонкий момент. Если мы говорим о спекулятивных активах, то ценность спекулятивного актива складывается в нескольких таких штуках, в которых биткоин и вообще некоторые виды крипты — это просто золото. Вот просто вдумайтесь. Спекулятивный актив характеризуется, ну, во-первых, ликвидностью. Если мы говорим о большом рынке, о деньгах, спекулятивный актив должен быть ликвидный, первое. Второе, он должен обладать некой более-менее прямой. То есть, грубо говоря, вот то, что лежит в основе биткоина, это некая такая математическая история с халвингами, мощностью майнеров, стоимостью транзакций, сложностью сети там, и так далее. Это круто, потому что есть хоть какое-то понимание, что это вообще такое. С другой стороны, спекулятивные активы характеризуются еще и доступом. То есть вот то, чего не было у биткоина какое-то время и появилось с начала 2024 года, это доступ большого капитала через ETF. Плюс большому брату и большим наднациональным структурам типа BlackRock и Fidelity доступен такой вот контроль, и всем клиентам теперь стал в доступе этот инструмент, при том, что
они в выгоде не только на комиссиях, но они берут клиентские деньги себе за этот актив, они берут сам актив, удерживают и хранят кастодиально у себя, а выдают просто ETF, то есть некие расписки. То есть мне кажется, что это невероятно выгодная история для большого брата. А если самым сильным финансовым институтом это выгодно, значит, это будет иметь место быть. Вне зависимости, куда это будет падать, расти, но это будет иметь... Как вы на этот момент смотрите? Я согласен, тут можно добавить, что вот эти все даты, да, вот типа MicroStrategy, ну, теперь уже Strategy, всех остальных товарищей, которые уже начали, и уже в эфир пошло, и в Соляне это уже есть. По большому счету, это только вопрос времени, когда вот эта вся эта экосистема будет продолжать вот в таком темпе расти. Но это опять-таки показатель, что компании пытаются хайпануть и, собственно, капитализацию именно вот на этой спекуляционной волне вытянуть. То, что ты говоришь, абсолютно тоже имеет смысл быть. То, что BlackRock полностью контролирует. Опять-таки, not your keys, not your crypto. Кому-то это удобно, кому-то нет, но у нас все равно большое количество людей будет принимать решение, опять-таки, не связываться с кошельками, не связываться с private keys и прочее, 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 потому что слишком сложно. Это, между прочим, Но большая тогда что вы проблема. покупаете? Но тут же, ну смотри, тут как психология же не то, что ты покупаешь. Не важно, что ты покупаешь, главное купить по правильной цене. Вот как все оно работает. И вовремя выбежать. Тут основная проблема, которую мы испытываем, даже в большой капитал, он в принципе... Тут можно смотреть с одной стороны, что BlackRock получает тем самым какое-то определенное конкурентное преимущество. С другой стороны, крупные игроки, если мы возьмем какие-то family office или большие институционалы, но невозможно наладить структуру внутри какой-то относительно приличного размера компании, как ты будешь управлять ключами, как ты будешь управлять кошельками, кто будет проводить транзакции, как ты будешь проводить мультисиги, куда это записать, кто имеет контроль. Это геморрой, который на себя никто не захочет вешать, потому что вот на третий, когда ты сидишь на борде, и у тебя 3 человека свыше 50 лет, они через 5 минут выключаются. И то есть у тебя возможности вот такой динамики нету. И, соответственно, BlackRock делает, опять-таки, определенное позитивное влияние, оказывается, на то, что хедж-фондам или каким-то крупным игрокам, которые недоступны вот именно с точки зрения плохого UX, такие инструменты, они дают им возможность получить как раз-таки экспозицию к какому-то определенному вот активу, или в данном случае назовем это криптосектору. То есть я рассматриваю это как позитивно, как позитивную динамику. Но вот мы будем, мне кажется, следующий этап — это создание нормального UX как раз-таки для крупных игроков, как это будет согласовываться. Сейчас для меня это главный bottleneck. Тогда мы можем переходить как раз-таки в эру и токенизированных активов, вот этот все планы о том, что у нас будет settlement в эту же секунду или через пару секунд, только тогда они смогут реализовываться, потому что объемы требуют на оператора, то есть в конечном итоге все равно человек должен какую-то кнопку там нажать, чтобы, да, мы все согласны, переводим на этот кошелек. Вот этого четко не хватает, и за счет того, что индустрия уже довольно все-таки возрастная, страх перевести куда-то не туда денежку, он довольно велик. И мне кажется, этот он будет длиться, но сейчас мы видим, что приходят новые какие-то управляющие молодые, которые уже более технологической точки зрения и могут это объяснять, и понимают нативно, как это работает. Вот эти поколения бэйби-бумеров начинают потихоньку уходить на другой свет, и, соответственно, новые менеджеры, они более открыты к этой тематике, и, мне кажется, нужно ожидать в ближайшее будущее, но это не год, конечно, но вот, скажем так, 5-10 лет, увеличение интереса, возможностей, опять-таки, спроса на реальные активы. То есть ETF, на мой взгляд, безусловно, сейчас играют такую роль открытой двери, но в конечном итоге, мне кажется, каждый человек понимает, что лучше у меня будет мой кошелек, на котором я буду держать свои активы, чем я буду держать это где-то в BlackRock. Поэтому это просто чисто процесс на данный момент. Да. А нашим зрителям я напомню, чтобы, вот, может быть, в свободное время подумали о том,
и написали в наших комментариях о той мысли, что по-прежнему сеть биткоина сжирает от 30 там, с копейками до 50 миллионов долларов на электроэнергию каждые сутки, кто за это будет расплачиваться, а каждая транзакция примерно сжирает 1800 киловатт электроэнергии. Когда вы отправляете свой биткоин в сети биткоина, вы примерно сжигаете 1800 киловатт, но при этом, сжигая такое колоссальное количество электроэнергии, вы платите только стоимость комиссии, которая сейчас достаточно низкая. У меня к нашим уважаемым телезрителям вопрос. Как такое может быть? И кто за это платит? Что, отправляя транзакцию в сети, вы платите, там, условно говоря, ну, допустим, $1. А за то, сжигается в этот момент 1800 примерно киловатт электроэнергии. Когда сеть вся биткоина работает и экспоненциально растет сложность сети, то кто-то это оплачивает. Еще раз, ну, до 50 миллионов только на электроэнергию. Я уже молчу про то, что там нужно апгрейдить машинки для майнинга, бла-бла-бла и так далее, и так далее. А тем временем, если вы смотрите наши прошлые выпуски, некоторые майнинг-компании переходят на AI. То есть они заменяют машинки для майнинга биткоина на машинки NVIDIA для работоспособности наших любимых чатов GPT и так далее. Подумайте вот в свободное время и напишите в комментариях, что вы думаете и как такие чудеса могут происходить в современном мире. Александр, если вы не против, пару вопросов от наших телезрителей. Вы не против? Всегда только за. Первый вопрос. Давайте я зачитаю несколько, а вы там уже выберете, на что отвечать. Как Александр видит обстоятельства по нефти? В каком диапазоне будет лучше начать ее набирать? Стоит ли вообще ее покупать? И как нынешняя геополитика будет влиять на цену нефти? Нефть выглядит довольно пессимистично. То, что мы наблюдаем, сейчас немножко профессиональным языком матернусь, это называется образование довольно серьезного контракта. То есть контракты, которые идут дальше в будущее, они ниже спотовых цен. Это нормальное явление. То есть когда контанго, это наоборот. Цены на будущее превышают спотовые цены. То, что торгуется сегодня, обусловлено в первую очередь тем и обозначает, как правило, то находится переизбыток, можно называть так, переизбыток предложения или недостаток спроса. Тут смотря с какой стороны медали на это смотреть, но в конечном итоге это одно и то же. И, соответственно, то, что дальние цены растут быстрее, это компенсация игроков на рынке для того, чтобы у них была инцентивация где-то эти баррели нефти хранить, куда-то их перевозить. Это же не просто купил-продал. То есть это физическая доставка, это тебе нужно их куда-то гнать на каком-то танкере или найти какие-то мощности, где-то вырыть у себя в бассейне, может быть, возле дачи залить какую-то цистерну. То есть это на самом деле связано с довольно серьезными затратами. Соответственно, когда цена дальних контрактов начинает расти, это показывает, что рынок перенасыщен. Что мы получаем, и то, что мы видели последние 1,5 года, то есть мы видели довольно серьезную эскалацию на Ближнем Востоке, когда были разговоры о том, что Иран закроет Ормузский пролив, что 20% всей мировой нефти остановится, все нам кирдык. Пугали нас довольно этим долго. Вероятность была, и когда ты смотришь, что там Израиль и США устроили против Ирана, так можно было почесать репу и сказать, ну, пора, может быть, ребята и психанут. Сейчас та же самая вакханалия происходит в Венесуэле. Ну, учитывая то, что даже если мы уберем полностью нефть Венесуэлы с мирового рынка, там сейчас нефтяная индустрия довольно раздолбанная вся, под санкциями ее довольно сильно прижали. Безусловно, там даже не сколько Венесуэла, сколько Гаяна, потому что недавно нашли там очень крупное месторождение нефти. И американцы, конечно, прилизываются к этому месторождению. Плюс нужно не забывать, что товарищ Чавес Венесуэлу так американцы не любят, потому что товарищ Чавес же, вся нефтяная индустрия принадлежала американцам, он их выгнал, национализировал ее, и с тех пор американцы на Венесуэлу очень сильно зубы точат. И Венесуэла тоже имеет очень большие запасы, и, безусловно, это с точки зрения демократического режима в Вашингтоне это неприемлемо. А то, что мы видим, какие-то скачки, да, вот то, что происходило с Ираном, то, что у нас там какие-то постоянные с Израилем происходят, то, что хуситы перекрыли Суэцкий пролив, все это краткосрочные скачки в нефти, а неопределенности очень быстро сходили на нефть. Потому что, с одной стороны, мы попадаем также в динамику, что все крупные страны экспортеры, ну, скажем, ОПЕК+, да, они договорились о снижении вот добровольных срезанной добычи,
То есть сейчас вот эти мощности выходят снова на рынок. В Саудовской Аравии очень большие бюджетные проблемы, и походу мы попадаем в констелляцию, когда игроки понимают, что лучше качать больше при низкой цене, но получать отбивать этим самым рынок и пытаясь все-таки поддерживать какую-то внутриполитическую стабильность, чем сидеть на заборе и ждать теплой погоды послезавтра или в следующем году. То есть этим занимался ОПЕК последние 2 года, и то, что происходит, то, что мы видим в Китае, то, что мы видим во всему мире, во всей экономике уходят темпы замедления, темпы падения экономической активности везде, незаметны везде, это невозможно игнорировать. И на этом фоне, мне кажется, вот такой 50 – это хорошо, при ухудшении, и причем сильном ухудшении, мы можем увидеть нефть на где-то опять в 30, до тех пор, пока это полностью сделает не всю индустрию сланцевой нефти, а сланцевая нефть, она ни в каких отметках, там $60-70 нужно, невозможность наращивать там добычу приведет к искусственному сужению, опять-таки, того же самого предложения. И тогда ценник развернется. Но, на мой взгляд, для нефти все выглядит плохо, долгосрочно выглядит отлично. И это, мне кажется, опять-таки будет играть на руки энергетическим компаниям. Если ты посмотришь на тот же ExxonMobil и на прочее, цены нормальные. То есть на них можно смотреть и заходить. То есть динамика цены отличается от компаний, которые в долгосрок... Рынок будет закладывать, что эта динамика будет происходить, и мне энергетические компании нравятся. Следующий вопрос. Вопрос про дисбалансы внутри S&P 500. Тут давеча JP Morgan выкатил обзор за пределами Magnificent Seven. Акции S&P 500 демонстрируют в среднем минус 10%. То есть весь индекс тянут передутые по всем метрикам техногиганты. У остального совершенно другая картинка. Такого дисбаланса раньше не было. Как вы считаете, в этой связи показателями индекса вообще релевантными, и как видит Александр дальнейшую динамику внутри индекса, а также Russell и Dow Jones? Ну, вся эта динамика с S&P, мы ее живем довольно давно, она связана в первую очередь с ETF. Что мы получили, это то, что потоки в ETF превышают активных менеджеров. У нас пропало вот то, чем занимался, то, на чем построена вся теория фондового рынка. Рынки, они так называются в английском mean reversion, то есть они возвращаются к какому-то усредненному тренду роста. Соответственно, если у вас большая переоценка, на этой оценке никто акции не покупает, приходят шортисты, и это мы возвращаемся к какой-то обычной средней оценке, которая на самом деле имеет фундаментальный какой-то подоплеку. Что мы получили, когда сейчас эта динамика, она по большому счету закончилась, и у нас превалирующим фактором притока капитала на рынке стали ETF. ETF – это просто механические действия. Деньги пришли, и я купил. Что я купил? Все зависит от твоей капитализации. Тесла, помойка, которую я писал, что в 2018 году, что она скоро обанкротится, она успела пролезть в S&P. Что мы видим, что из этого получилось? Полный раздрай оценок, когда деньги приходят, а локация идет именно в эти компании. Не в мелкие индексы, а именно в крупняк. И так как крупняк практически распихан по большому счету практически во всех ETF, то есть если мы говорим про американский рынок, там прочее, то он и получает основную львиную долю вот этих прибылей. То есть у нас эта динамика, она сломана. Нечего смотреть, что там в индексе происходит, потому что пока он на самом деле очень тонкий, и эта динамика сменится, когда лопнет пузырь искусственного интеллекта. Лопнет. Ну, на мой взгляд, пока еще рановато. Но я могу тут ошибаться, потому что пузырь уже огромный. Будет ли ротация в другие компании? Ну, если мы посмотрим, огромное количество компаний в NASDAQ или во всех этих индексах, они убыточны, глубоко убыточны. В Расселе, который, безусловно, с точки зрения репрезентации широкой американской экономики, мне кажется, если там пойдет все по пятой точке, ловить там тоже мало чего будет. Я тут скорее бы играл просто вот именно в таких направлениях и не старался бы заниматься там при помощи фундаментального анализа определения каких-то привлекательных компаний, определить сектора. Вот есть проблемы с энергетикой, вперед. Есть проблемы с какими-то редкоземельными металлами.
Небольшую долю. Вот эти серьезные темы, которые постоянно муссируются, достаточно небольшими дольками вот так разложить, да, там тоже будет просадка определенная, но обратная сторона медали, что эти тренды, они на десятилетия, и, соответственно, отскок там будет намного быстрее и намного сильнее. Поэтому, мне кажется, вот такой подход, я бы не интерпретировал сейчас вот эти индексы, что там происходит с какой-то вот с точки зрения оценки, большой PE или маленький PE. Исторически, да, мы находимся в передутом рынке. Пока потоки в ETF продолжаются, эта стабильность рынка будет обеспечиваться. Пока толпа не развернется, то, чем мы не видели, то, что я всем говорил, самый страх начнется, лопнет пузырь искусственного интеллекта, лопнет пузырь на частных кредитных рынках и развернется толпа на фонде. И тогда мы получим стресс в банковской системе и выход из ETF-ов всей толпой. И ликвидности в этот момент не будет. И вот у нас будет просто картина маслом от товарища Репина. Ну, вот видите, тут все гадают, будет ли вот подтянется ли второй эшелон, либо Magnificent Seven скорректируется. И вот в паровозиком следующий вопрос от нашего зрителя. Так а по золоту-то будет коррекция? И если да, то когда? И что нас ждет по золоту либо серебру в следующем году? А также, вот интересно ваше мнение, есть такой индекс золото, деленное на серебро. Вот что вы можете по этому поводу сказать? С точки зрения, если мы говорим вот про S&P, то есть обычный S&P, он как бы market cap weighted, ну, или он взвешен по капитализации, а есть индекс, где все компании взвешены, им придаются одинаковые веса, то, в принципе, мы видим там динамику лучше, чем то, что взвешенный индекс по капитализации. Если аллокация, то, мне кажется, там как бы поинтереснее на самом деле сидеть. Но на любителя, в общем, учитывая все оценки. С точки зрения золота, вопрос, который мы сейчас обсуждаем, это, ну, понятно, что золото улетело в какую-то стратосферу, 4500, было понятно, что нужно сходить ниже. Но вот сходили мы ниже 10-15%. Вопрос, окончание ли это коррекции или нет, я не знаю. То есть для меня золото это не курсовая какая-то разница, для меня золото это конечная защита от всего трендеца, который в этом мире происходит и куда он движется. Если я смотрю последние 5 лет и спрашиваю себя, что-то изменилось, что изменит тренд движения золота выше. Я не вижу никаких предпосылок, я вижу только усугубление ситуации. Базово, я думаю, мы увидим мои оценки, куда это все движется. И опять-таки без таймлайна, я не знаю, сколько это времени займет, 8-10, куда-то мы туда идем, с потенциальной фазе такого жесткой распродажи мы, конечно, сильно просядем. Но вопрос, с каких уровней. В конечном итоге, я думаю, мы идем куда-то в 20-30 тысяч за унцию. Это конечный результат. Серебро сейчас очень сильно так, оно улетело еще быстрее. И, соответственно, и улетело оно так быстро, потому что просто рынок маленький, и там образовался очень шорт-сквиз, особенно в физическом сегменте. Доходило до того, что серебро самолетами перевозили из одной страны в другую. То есть это было понятно, что это краткосрочное явление. То, что вот эта свеча, которую мы нарисовали, она должна была откинуться ниже. Серебро сейчас как бы 50-50. Но опять-таки техника техникой, фундаментально серебро, безусловно, пойдет выше. 80-100 – это тот регион, куда, я думаю, мы в какой-то момент будем двигаться. Ловить вам эту динамику или не ловить, но опять-таки, если вы держите 5% портфеля серебра, коррекция на 20% – окей. Фундаментально, если вы понимаете, что актив имеет какую-то ценность с точки зрения как монетарного актива, плюс у него есть еще применение, опять-таки, с точки зрения как индустриального актива, а если мы смотрим на индустриализацию, деглобализацию, где нужно будет выстраивать новые цепочки производства, прекрасный актив, в котором можно находиться. С точки зрения соотношения золота и серебра, да, ожидать динамику, что серебро будет лететь еще выше, безусловно, можно. На этом основано, я думаю, опять-таки 80-100, куда-то та траектория, куда мы пойдем. Я не знаю, когда. Вот я говорил, что когда последний раз я записывал видео про серебро, по-моему, 3 года назад, говорю, вот скоро будет 50. Ну вот через 3 года вот мне кто-то написал случайно, говорит, вот я из будущего, оказалось, что дошли до этой отметки. Но до этого мы просто 3 года болтались в этой динамике. Но просто есть какие-то вот эти
эти долгосрочные тренды, которые они объясняют, почему это будет происходить. Рынок маленький, добычи не хватает. Та же самая тема, что и с добытчиками золота. Silver майнеры, все, что связано с добытчиками серебра, тема для определенной локации в портфеле. Не надо играть на это на весь портфель. 10-15%. Хорошая тема. Пусть она живет, дышит, плюс-минус туда-сюда нормально. Мне нравится, и я крайне бычьо отношусь к обеим металлам. Классно. Наши зрители вот пишут, я прокомментирую, ладно. Маленький офф-топ перед последним вопросом нашей программы. Перстни понравились нашим зрителям. Говорят, Юр, что за перстни, где взял? Давайте я один из камней разыграю среди наших зрителей. У кого будет максимальный объем на торгах на Байбите за этот месяц, я подарю, например, вот такой вот желтый сапфир 5 карат. Для нашего такого, ну, то есть не в убыток, конечно же, там должен быть большой объем, в профит. Вот кто будет самый молодец, тот получает все. Победителю все или ничего. У нас такие правила. Окей, с этим разобрались. Александр, вот еще один вопрос из нашего чата. Александру вопрос. Привлекательность мировых экономик по миру. Какие национальные экономики и отрасли вы видите перспективным? Давайте покрутим глобус и попробуем. Вот мы с вами в Европе, вы в Германии сейчас, я в Португалии. Как вы вообще в целом видите перспективу? Где бы лучше, куда бы лучше? В Германии перспективы не вижу. Вот-вот. Не знаю, хорошо там, где нас нет, как обычно. Бежать куда-то ради того, чтобы найти что-то лучшее, ну, у меня немножко есть определенный такой фаталистический склад ума, где я говорю, ну, как пойдет, так пойдет, Господи. Простите, Александр, перебью. Я думаю, что вот в эти времена турбулентности, как говорят китайцы, пусть живут наши враги. Ну, реально, если мы знаем, что... Я просто пережил эту всю историю, и я себя корю, что, зная что называется, немножечко на пару месяцев раньше не отъехал от тех мест, которые привели к моей чуть ли не инвалидизации. Если впереди там, ну это знаешь, как в анекдоте, шел Мишка по лесу, смотрит, Мерседес горит. Сел Мишка в Мерседес и сгорел. Так вот я иногда думаю, может не надо садиться в Мерседес, может лучше, а Мерседес, между прочим, немецкий, может быть, как бы отъехать пока там, где не будет вот этого вот. А где не будет? Так Динамика вот вопрос к вам. Ну вот смотри, я этот Норвегия. вопрос очень... А что там в Норвегии? Что ждут нас всех в Норвегии. Нет, секундочку. Ну, смотрите, когда-то элиты вывезли свои капиталы в самый безопасный регион в тот момент, в преддверии Второй мировой, назывался Швейцария. Ария. А на тот момент швейцарских мальчиков из деревень отправляли либо на двери открывать. Это был очень бедный регион. Кормить было мальчиков нечем. А потом, когда приехали элиты с золотишком, через куда по финансирование всякое шло интересное на военные действия, а потом оказалось, что смотри, какой богатый регион. Ну, красиво, да. А богатство-то там откуда? А если то, что привозное оттуда убрать, а если убрать все эти финансы, капиталы и так далее, за чей счет и как жить будем-то, господа? Вопрос хороший. Но видите, регион оказался безопасным. Ведь в тяжелые времена, в которые, вот говорят китайцы, пусть живут наши враги, первый приоритет — безопасность. Я согласен, но мне кажется, что если смотреть в общем, мы можем эту дискуссию вести знаешь, до пупения, потому что вот все, кто уезжает в Арабские Эмираты, надеюсь, что там будет спокойно, низкая налоговая база, я говорю, ну, подумайте, такой сценарий. Все-таки все импортируемое. Иран закрывает Ормуз. Через 2 месяца наступает продовольственный коллапс. Ну, плюс-минус там, по крайней мере, учитывая все вот эти бармалеи, которые там бегают со строек. Их же никто кормить там не будет. То есть все товарищи на верблюдах заезжают в свои замки, ставят охрану. В Дубае остаются... Начинаются голодные игры. То есть до этого тоже можно додуматься. И куда ты там свалишь? В любой стране есть свои минусы, да, есть свои какие-то плюсы. Швейцария — это, безусловно, какое-то такое на данный момент кажется крайне безопасное место. Если все же понимают, что это так. Вопрос, когда туда все ломанутся, как они все это будут разбираться, кто влезет, кто не влезет, успеешь ты уехать, не успеешь ты уехать, потом будут смотреть, какого у тебя цвета глаза или сколько ты зарабатываешь. То есть вот эти сценарии можно порабатывать до бесконечности. Можно уехать, допустим, на Азоры, в середине океана. 5 часов до Америки, 5 часов до Европы. Вроде бы Португалия, вроде бы Европа. Но я думаю, там как бы будет спокойно, никому не нужны. Но проблема Азор, то, что там, допустим, Гольфстрим. Сейчас, если ты читаешь аналитику климатических ближайшие там
10-15 лет большая вероятность того, что Gulfstream, как бы, мягко говоря, начнет очень сильно иссякать. А если у тебя вся экосистема острова на этом построена, то там ты тоже оттуда потом не уедешь и будешь с голода пухнуть. А местные папуасы явно не будут тебя кормить шашлыками, а скорее себя на шашлык как раз-таки пустят. Ну, то есть, понимаешь, что в любой ситуации можно найти какой-то позитив, негатив, где какие будут системы, будет это репрессивно, будут хорошо относиться к тем, будут плохо относиться к этим. Миграционные потоки в Европе, ехать в Азию, мы там тоже бледнолицые. Если ты поедешь в Южную Америку, там ты гринго. То есть у тебя, в принципе, ты можешь приехать, и будет все хорошо, но ты можешь приехать и попасть не на ту улицу, где тебя возьмут за твои Фаберже и будут очень долго трясти, и ты будешь очень недоволен тем, что вот ты куда-то уехал. Тут у каждого своя стратегия, как с рынками. Кто-то торгует, прыгает туда-сюда, кто-то сидит и, зажав свои булки, надеется на лучшее. Я-то Ну инвестор да. долгосрочный, по крайней мере, пока еще что-то надеюсь. Да, но видишь, вот, простите, видите, к крипте это не относится. Долгосрочный инвестор в крипте это лох засаженный. У нас это так называется. Потому что крипта, знаешь, это тут с NVIDIA непонятно, там эти чипы проживут 3 года или 5 лет, непонятно, да. А тут вот нам из одного университета ребята рассказывают, что, ребят, какие чипы, вы что, с ума сошли? Силикон Валли, на самом деле, силиконовая долина, так называемая Кремниевая долина, она на самом деле переходит уже в квантовую долину, если вы не знаете, притом много уже лет как. И вы просто об этом вам еще не сказали. Поэтому все эти машинки, которые жрут тераватты, ну, так они, я вас умоляю, пару хороших квантовых компьютеров по мощности будут в 1000 раз мощнее всех ваших NVIDIA. Поэтому рано или поздно просто это И тогда, знаете, умный человек спросил, так, а машинки-то эти тогда зачем создавались дата-центрами и зачем столько электроэнергии жгли? А мудрый человек говорит, а триллионы вы по-другому как бы по хорошей доле, ну, воле отдали бы? Но это же огромные деньги. Это просто было про зарабатывание денег на временные технологии. А все на самом деле... Да, да, да. То есть все на самом деле уже, знаешь, как потом был форум, Андавос форум, и там была одна панельная дискуссия, она уже, по-моему, в сети есть. И я там вопрос задал, значит, и один из профессуры, по-моему, Стэнфорда, если не ошибаюсь. Кто-то был из университета. Я когда задал вопрос, говорю, слушайте, а что там с Willow? Это же вы разрабатывали? И один из профессоров говорит, да, да, когда-то, говорит, разрабатывали, да, было такое. Это вот в прошлом декабре объявили о том, что есть процессор у Гугла Willow квантовый. Да, говорит, да, разрабатывали когда-то. Ну да, ну работает такой процессор у Гугла. А что, в чем вопрос? И вся аудитория замерла. И говорит, работает у Гугла процессор? Он, ну я имел в виду, нет, 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 я не это имел в виду. И все такие: "Не-не-не-не-не-не, стоп, 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 по-моему, вы все правильно имели в виду. Спасибо большое". То есть понимаешь, да, что тут вот именно хай-тек, вот вся эта проблематика заключается в том, это неважно, это чипы NVIDIA, это блокчейны, в том, что, ну хорошо, вы сегодня что-то классное придумали, все носятся и говорят: "Вау, вау, вау". Ну давай вспомним, когда начинался, ChatGPT, и сейчас сравним. Это ж просто небо и земля. У меня сегодня 5.1, heavy model thinking. Мне только что прислала уведомление, я включил уведомление, настроил агентов. И вот она мне сейчас прислала, говорит: "Слушай, ты там задавал вопрос, проблематика у тебя была, математика не сходилась. Я тебе в фоновом режиме эту штуку решила, неделю думала". Ну, понимаешь, да? То есть и я в моменте сижу и думаю: блин. То есть я задавал неделю назад вопросы, какие-то запросы, оно неделю с этой неделю где-то в фоновом режиме думало, и сегодня нашло мне решение моей проблемы. Обычно я ходил неделю и чесал репу, понимаешь, а сегодня, то есть это небо и земля, то есть технологии настолько экспоненциально начинают развиваться. Курцвейл когда-то это предсказывал, что сейчас мы уже просто не совсем успеваем даже вопрос задать, оно нам уже на будущее вопросы, которые мы не успели придумать, уже дает ответ. Поэтому вот вам ответ, куда несется хай-тек. Я к чему? К тому, что вот эта вся проблематика, куда инвестировать деньги, она настолько изменчива, что сегодня нам что-то кажется вау, но завтра это ни о чем. Ну, опять-таки, мы можем тогда говорить, что вообще, что такое понятие, найти, куда инвестировать, философия жизни. В такой лес погрузимся. То есть это же тоже... Что такое реальность? То есть, в принципе, если ты смотришь там вот по квантовой механике, то есть базово,
Нет никакой реальности. Это твое субъективное, то, что ты видишь, это исключительно субъективное восприятие каких-то материй, потока энергии, который, как только ты отвернешься, оно существует только гипотетически. До этого можно там потом дальше идти и такие вещи придумывать, что... Мне кажется, я чем дольше сижу, тем меньше этим нужно голову забивать. Потому что на самом деле все можно сделать намного проще. Поэтому я придерживаюсь темы. Вот есть долгосрочные тренды, у нас есть дебильные политики, которые в любом случае рано или поздно облажаются, и они нам четко говорят, вот куда все это стадо побежит и что они будут делать. Вот мы, если говорим о такой инвестиционной привлекательности, я вот сейчас смотрю на Виталика Бутерина, он опять там какую-то песенку поет, что-то рассказывает, и эфир упал ниже $3000. Но это все не про цену, потому что в тот же момент выходит новость, что человек с самым высоким IQ, имени, к сожалению, не написали в статье, говорит, что биткоин пойдет на $220 000 в следующие 45 дней. И вот я к этому иногда так отношусь, знаешь, когда ряд таких вот экспертов что-то там заявляют, это очень противоречиво, но я понимаю, что в конечном счете, в сухом остатке, мы можем сколько угодно загонять людей, как Сейлор, в хопиум или в страх, но все равно рынки будут раздуваться под ликвидность. Поэтому финальный вопрос сегодняшнего дня. Выходит какой-нибудь там с CNBC ведущий, не буду Крамер называть фамилию, ну, допустим, и говорит, мы пойдем, ну, ты знаешь, да, этот эффект Крамера. Вот он сегодня сказал, что мы будем еще падать и падать и падать. И все такие херак и пошли лонговать. А мы реально взяли и упали. То есть Крамер иногда угадывает, представляешь? То есть так-то все думали, что стопроцентно, если он говорит, что будет падать, то надо лонговать. Все стали в лонг, и мы реально упали. А почему? Ну, потому что если много лонга в рынке, то рынок идет вниз. Тут все очевидно. И это сегодня реально курьез был, потому что впервые в жизни, когда Крамер сказал, мы пойдем на 90, а мы были 96 в моменте, и только что 91. Человек, который обладает самым большим IQ, засаживает хопиум, что мы будем 220. Новость вышла вчера вечером, а сегодня уже 91, а было 96 600. Ну, тоже, понимаешь, как бы, ну, зачем вы всаживаете хопиум либо страх, если все равно рынки пойдут за ликвидностью? Поэтому, пожалуйста, если не сложно, буквально за 1 минуту, как вы ожидаете ликвидность, притоки, оттоки в течение ближайших нескольких месяцев, ну, например, до февраля-марта? Ну, ты вопросы задаешь. Ответ честный, я не знаю. В моей логике то, что вот этот товарищ сказал, 220 кажется большевато, конечно, но я могу представить, что он так и будет. То есть я могу представить, что вот этот сейчас тряску, которую мы видим, сейчас повыносится все, что только можно, потому что мы пробили практически везде критические уровни, и все теперь очень начитанные с точки зрения волнового анализа, и сейчас все начнут закрывать позиции, и в этот момент всю эту фигню развернут, и пойдем наверх, и потом мы будем наблюдать за прекрасной игрой, как вот в этот поезд на полном ходу, за ним бежит миллион леммингов, старающихся вскочить на него, чтобы улететь с ним на Луну, и как раз-таки, когда чуть-чуть скорость упадет, и все на него залезут, окажется, что железная дорога закончилась. Поэтому я могу хорошо представить, что, мне кажется, первый квартал будет очень-очень, по крайней мере, пока он рисуется с точки зрения модели, очень позитивно, и я ожидаю там очень серьезного перформанса. Вполне возможно, для этого нужна какая-то более серьезная просадка. Может быть, сейчас мы ее будем наблюдать в ближайшее время. Но мы не на топе, вот у меня такое ощущение. И я как бы думал, вот в прошлом году 6800 и хватит, а теперь я на это смотрю, я говорю, ну, может быть, 8, куда-то туда, а то еще и выше. То есть и это может довольно быстро произойти, потому что, ну, спекулянты, ну, как скажем, asset-менеджеры вообще не засажены в рынок, то есть они сидят на стороне, и если эта динамика запустится, забежит ритейл, и потом затянут всех остальных, вот тогда будет эпицентр. I don't know, ликвидности будет становиться больше, это факт, потому что просто поддерживать гору долгов по-другому нельзя. Федеральная резервная система очень последние полгода очень сильно занижала ликвидность, занижала не в том, что план она ее вытаскивала, то есть она не поставляла достаточно ликвидности для постоянно растущей системы. То есть это же не только американцы печатают долги. Допустим, в Америке дефицит 7%, в Китае 11%.
Это же тоже постоянно. И так делают абсолютно все. Германия, Евросоюз, все что-то печатают для того, чтобы это как-то вращалось, для того, чтобы где-то это все куда-то запихивалось. Вот эти условия, они должны постоянно становиться более легкими, эластичными. То, что мы подразумеваем под ликвидностью. И когда такой ФРС говорит, сейчас у нас тут политически мы не понимаем, у нас может быть инфляция, и ты начинаешь где-то вот тут притормаживать, вдруг хорошие данные вышли в Японии, они начинают притормаживать, Евросоюз находится, такой говорит, ну, блин, вроде бы инфляции нету, стабильный рост, все отлично. И у тебя отклонение вот той потребности, которая есть, чтобы система работала, у тебя вдруг немножко поменьше поступило ликвидности. И за счет того, что все на леверидже, очень быстро где-то достигается уровень, когда мы входим в элемент стресса. Но как только этот стресс образовывается, соответственно, скорее всего, ликвидность будет дана не только, чтобы закрыть эту потребность, а так, чтобы вообще ничего не возникало. А если у тебя шишка, тебе не пластырь наклеит, а тебе кастрюли по башке дадут, чтобы ты выключился и лишний раз не беспокоился. То есть, скорее всего, вот я могу представить, что такая динамика будет. Будь я не прав, супер. Но вот это, по крайней мере, я понимаю, что с точки зрения политической опускать это невозможно. Мы находимся в системе, которую нужно держать статус-кво. Вот статус-кво. Любыми средствами. То есть, соответственно, вся дискуссия про ликвидность, она имеет только какой-то вот временной характер. Меньше станет больше. Ее нужно будет еще больше. То есть, чем дальше мы движемся, тем больше нужно будет ликвидности, и, соответственно, бежать нужно будет постоянно быстрее. И на этом фоне мне кажется, что как раз-таки все выглядит не так плохо. И мне кажется, даже такой иллюзорный 220. Хотя тут, конечно, он ткнул пальцем в небо. Посмотрим, как оно будет развиваться. Мне нравится, что в этой спекулятивной машинке с эффектами гэмблинга, знаешь, как правило, из коробочки постоянно какого-то достают товарища, человечка, там, что человек, который предсказал там чего-то там в таком-то году, говорит, что биткоин будет там та-та-та-та-та-та. И потом проходит еще там 2 недели, потом достают: "О, Кийосаки сказал вот это". Потом: "О, человек с самым высоким IQ". Потом: "Самая высокая женщина в мире купила биткоин". Потом: "Самый низкий лилипутик в мире продал биткоин". Потом, ну, то есть, ну, вот постоянно, понимаешь, вот это уже до смешного доходит, когда постоянно кого-то достают, постоянно. Ведь по факту что они делают? Они занимаются эмоциональной раскачкой, потому что по факту взрослые рынки нуждаются в волатильности. То, с чего мы начинали. Спекулятивные активы классная, когда есть волатильность. Когда есть волатильность, есть с чего зарабатывать. Когда волатильности нет, пациент умер. Это плохой спекулятивный актив, у которого нет волатильности. Но для того, чтобы она была, нужно эмоционально всех качать. Он как было с зэком. Давайте долистнем. Нет, давайте залистим. Ой, давайте это, давайте то. И в итоге вот тут как бы на этом деньги зарабатывают те, кто рулят игрой. Александр, я искренне благодарен вам за сегодняшнее время. Наших зрителей я попрошу подписаться на наш канал и на Финфак Александра Кубышкина. Очень крутой материал, очень крутые вопросы поднимаются и невероятно крутые ответы на них. Ну, если кто-то захочет попасть к нам в закрытый чат, кстати, это бесплатно по ссылке в описании, пожалуйста. Там и индикаторы вам, и аналитику, все предоставим по доброте душевной. Только надо, конечно же, быть нашим рефералом на Bybit. Александр, низкий вам поклон, спасибо вам большое. Юра, как всегда, приятно. До скорого. Друзья, давайте разберем ситуацию по рынку прежде всего и обратим внимание на ATR Top and Bottom. Такой индикатор есть флагманский. Он работает на многих таймфреймах, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что он сейчас показывает, ведь это исторические данные. И ведь не только он. Давайте быть предельно честны, такого слива мало кто ожидал, хотя, по правде сказать, нечто похожее еще неделю назад мы допускали, что это произойдет. Ну, по крайней мере, в прошлом выпуске я и говорил, там, ждите 20 числа, там будет весело. А вот после этого пойдет отскок. Да, но пока что нет дивергенции, и сейчас давайте более пристально разберем индикатор ATR Top and Bottom. На истории, если вы посмотрите, мы сейчас отклонились на феноменально сильное значение. Похожее значение было что-то около того, было только в конце февраля месяца, и потом через дивергенции только разворот случился в апреле месяце. То есть, смотрите, вот тут конец февраля, считайте, март-апрель, после этого было формирование вот такого вот падающего канала в рамках дивергенции. Именно CF, Crypto Family ATR Top and Bottom. Уникальный, достаточно мощный индикатор, я его не находил нигде. Ну, мы большую часть индикаторов сами написали. Вот, например, VIX Bollinger Bands — это самописный индикатор. Вот эти вот зеленые точки — это места, где по DCA уже
лучше набирать. То есть, когда мы общаемся с ребятами по поводу DCA-стратегии, я сразу говорю, что DCA-стратегия хороша только в том случае, если у вас классные точки входа. Иначе вы не особо-то и выиграете чего-нибудь, потому что рынок бывает схлопывает. И если у вас вот происходит вот такое вот накопление и пересечение скользящих на стохастическом осцилляторе, тогда это повод купить. Это действительно так. Мы математически проверили. На всей истории биткоина это было так. На других активах нужно перепроверять, но мы сейчас с вами говорим о биткоине дневной таймфрейм. Итак, Crypto Family Top and Bottom говорит о том, что при крайне вот такой вот при крайне низком значении этого индикатора это хорошие точки для того, чтобы начать DCA накопление, которое, как правило, занимает до 2 месяцев. Еще раз, мы говорим только о математике, только о данных, только о цифрах. Никаких там вот этих вот звездных вертолетов 9. Итак, мы опустились в крайне низкое значение. В прошлый раз, когда мы опускались в крайне низкое значение, допустим, мы падали тоже на 80. Потом был отскок, и после этого было 78, а потом 74. В прошлый раз вот такая вот была формация. Если вы покупали по 80 и по 75, то после этого у вас на борту был бы хороший профит. То же самое мы смотрим в предыдущие разы. Ну, такое сильное отклонение было только вот здесь. Это было примерно 5 июля и после этого в августе. То есть вот за 2 таких вот упадческих настроения вы бы, например, набрали позицию по 54. После этого цена уходила кратно выше. Вы скажете, задним числом смотреть легко. Конечно же. Передним числом тоже, кстати, между прочим, потому что мы за этой штукой наблюдаем уже годами. Да, и вот трендовый индикатор вместе с гистограммой говорит о тех же параметрах. То есть чем сильнее мы отклоняемся по ликвидациям на индикаторе тренда, тренд RSI, тем больше у нас убежденность в том, что по этим ценам покупать хорошо и очень даже классно, если у вас большой депозит. И вот где бы вы там ни кольнули, вот куда бы вы ни пришли, то есть мы говорим о том отклонении, которое у нас сейчас нарисовалось. То есть это вот это значение. Итак, на медвежьем цикле мы приходили по такому сливу, по такому значению, например, вот здесь, в конце января 2022 года. После этого был хороший отскок. Возможно, через дивергенцию мы пойдем, но какая разница. Если дивергенции нет, значит это отскок, не нужно питать иллюзий. Это все не по-настоящему. Вот здесь, смотрите, была маленькая дивергенция. Вот первый слив, видите, потом меньше, да. То есть первый слив был у нас здесь 30, а потом 25. Сформировалась дивергенция. От 25 мы получили выход всего на... 23% немало, да. Были на 25 ходили, потом было 32. Ну, отскок был, давайте так прямо скажем, не очень сильный. И после этого был еще один вот такой вот прокол и провал. И вот уже на этой дивергенции на медвежьем рынке, вот там мы заработали тогда, если я не ошибаюсь, несколько иксов. То есть здесь горизонтальная линия, а здесь четко падающая история. Это говорит о том, что это скрытая дивергенция. Скрытые дивергенции говорят об отскоке. То же самое и здесь. Очень маленькая дивергенция, значит, скорее всего, будет отскок. Вот если бы здесь нарисовалась реально большая дивергенция, то есть если бы у нас индикатор пошел вот под таким углом, а цена крайне лилась сильно, это была бы серьезная дивергенция для разворота. Потом был бы отскок, накопление и поход выше. Но здесь в данном случае была скрытая дивергенция. То есть сильно пролили цену, и индикатор практически обновил лой. Ну, по крайней мере, и, кстати, вот здесь тоже дивергенции не было, видите? Здесь была только скрытая дивергенция, поэтому отскок и перелой. Мы смотрим скользящие, конечно же, видите, у нас вот голубой такой вот цвет свечей вот, перекрасился. Это наш индикатор называется Crypto Family 5 MA One Day Heat Map. То есть на основании скользящих и на основании отклонения от базовых скользящих свечи перекрашиваются в красный либо такой голубовато-синий цвет в зависимости от того, цена охлаждена либо перегрета. Вот суть этого индикатора в этом. И, кстати, видите, вот наши дедкроссы. Вот один дедкросс, видите, вот второй дедкросс. Видите, под этот дедкросс у нас отскок произошел, потом дальше слив. Здесь была попытка отскока, видите, под этот дедкросс, но он слишком маленький. И следующий такой серьезный дедкросс, если динамика будет такая, то он произойдет примерно в декабре месяце, когда пересечется вот это вот желтое и белое скользящее. Это серьезная история. Желтое и белое скользящее, если такого еще не было, скажу сразу. Но вот желтое и белое скользящее пересекались, например, вот в медвежьем цикле 2021 года. Вот когда желтое и белое пересеклись, тогда было локальное дно, пошел отскок. Мы не пробивали уже белую снизу, и это полноценная медвежка. То есть, когда цена спускается ниже белой скользящей, то есть медвежка официально у нас началась по этому индикатору на 104
тысячи долларов. То есть цена под ней это все, это хана. По индикатору тренда RSI медвежка началась у нас в два этапа. Первый этап сливной был вот здесь 17-18 августа и второй этап 9 октября. Все. То есть, грубо говоря, у нас есть скользящий, если индикатор уходит под эту скользящую желтую, все, это медвежка. То есть там делать нечего, или ты можете свои скидывать и вообще не ждите чуда. Хотя на некоторых альтах чудо происходит, но это не более чем шорт-сквиз. Если много шорта на альте, то, конечно же, цену вздергивают, бывает даже на иксы. Поэтому как-то так. Ну и наши вот эти зеленые точки, VIX, то есть индикатор волатильности и канала Боллинджера совмещенный, говорит о неких таких соотношениях, которые, видите, вот цену, когда сильно перегревают, либо охлаждают, появляются точки. Красные — это на выход, зеленые — это постепенный вход, но это не финансовый совет, мы вообще их не даем, если честно, да и зачем, да и тем более бесплатно, в этом нет никакого смысла. И вот очень редкий сигнал сейчас появился на недельном таймфрейме, появилась зеленая точка. То есть мы неделю закрыли настолько перепроданный, что последний раз такое происходило только в июне 22 года. Вот примерно слив, который сейчас произошел, это вот, грубо говоря, июнь 22 года. Потом у нас там немножко было там боковик, там позеленение, а потом все равно нас слили. Поэтому допускали я ниже, да, допускаю тест 57.60, я допускаю через боковую проторговку и отскок. Первая цель отскока у нас были 88, мы немножко не дошли, вторая 92-93. Если мы используем наши классические метрики по отскоку, то есть нам важно что? Отскок, потом в любом случае будет коррекция, с перелоем или без, мы будем на это смотреть. То есть сейчас идет формирование так называемый бейслайн. В трейдинге вот сформирование этой базы заложит дальнейшее ожидание. Либо это будет перехай, либо это будет линейный отскок и перелой. Как сформируется база? Если никаких дивергенций, разворотных фигур формации нет и объемы не подтверждают и так далее, и так далее, и так далее, значит, друзья мои, будет отскок и еще обновление лоя. Ну, правда ради, тут не такой-то он и лой, 80 тысяч долларов это ни о чем, ведь у нас есть краеугольные метрики для, скажем так, создания неблагоприятных условий для всех, кто покупал ETF. Самый главный тезис. Когда клиенты BlackRock накупили на сотни миллиардов ETF, и сейчас их продают, и мы видим переводы с кошельков BlackRock на Coinbase Prime объемов, у меня только один вопрос. Кто это будет покупать? Вот смотрите, баланс падает исторически. За прошлую неделю, видите, еще в начале недели было 88, потом 76. За последний месяц со 109 на 76. За последних 3 месяца на пике у нас было 117 миллиардов, сегодня у нас 76, 75. Вот примерно балансы, насколько опустели. Ну, правда ради, 90 биткоинов сейчас добавилось. Ну, это смешно, конечно. В общем, 2 дня назад тут небольшие объемы поступали, а до этого с балансов, вот видите, 2 дня назад. То есть было сливание огромного количества биткоинов на биржу и шли продажи. Продажи, то есть то, что я вам раньше и говорил. То есть раньше были залежи у BlackRock, которые они отдали как бы людям под расписки, под так называемые ETF, взяли на баланс ликвидность, то есть доллары, реальные доллары, не USDT, реальный доллар США. То есть в данном случае происходила игра на реальном долларе. Взяли доллары, отдали ETF, и после этого на балансе хранился и биткоин, и доллары клиентов. Но через какое-то время, когда клиент изъявил желание избавиться от так называемых ETF, BlackRock переводит какие-то объемы на биржу, на Coinbase, продает биткоины, извлекает ликвидность и возвращает своим клиентам. И вот когда большие, самые богатые люди мира, клиенты BlackRock продают, у меня один вопрос. Кто это все будет откупать? И вот вам ответ на графике. Потому что такие объемы словить быстро и выкупить оказалось нет ни у кого особо. И раз, два, три недели кряду провал цены. И вот за последний месяц цена провалилась на 30%. От самого пика это 36. Может ли быть ниже? Через отскок может быть, через формирование баз. И в данном случае, вот видите, красные, то есть мы пришли, это до этого мы еще рисовали эти треугольнички в одном из закрытых видео, я там рассказывал ребятам, что вот есть первый такой вот прямоугольный, это первый бейслайн, вот это второй бейслайн. Поэтому я думаю, что после формирования, это сейчас без вот этих вот, знаешь, точности там до миллиметра называния, то есть мы приходим, формируем здесь бейслайн, посмотрим на реакцию и смотрим на формирование, вот еще один есть бейслайн в районе 70-60 вот примерно этот бейслайн, мы смотрим там. Поэтому как мыслит крупный игрок? Здесь buy, здесь buy. И чем ниже мы уходим, тем больше, естественно, покупок. Самый большой объем, который может быть накоплен, в районе находится сейчас 57 тысяч долларов примерно. Поэтому понаблюдаем за всей этой стратегией. И еще раз напомню, как мы смотрели, где у нас точка неэффективности по большим игрокам. Итак, с момента начала торгов ETF-ами на биткоин, точка начала ликвидации этой неэффективности лежит
лежит в районе, вот мы ее потрогали, видите, чуть ниже спустились, в районе 80 тысяч долларов. И мы туда сходили. Ну, если очень точно померить, 82 тысячи точнее было, да, точка неэффективности всех участников. То есть о чем это говорит метрика, что все, кто участвовал в ETF на биткоин, у них средняя сейчас цена это 80-82 тысячи. И мы как раз в этот диапазон сходили, поэтому здесь, скорее всего, будет защита позиций, и здесь, скорее всего, будет формирование первой бейслайн, а вот уже ликвидация всех остальных пойдет ниже. Значит, почему мы смотрим в сторону 70? У Майкла Сейлора средняя 74. Я думаю, что мы должны просто пощупать на прочность strategy, и я думаю, что, ну как мы должны, ну рынок должен. Потому что, когда идут вот такие массовые продажи огромного количества ETF, который начался, а я напомню просто, когда ETF на биткоин начинались, цена была, смотрите, 47, 48, 38, потом 43, 48, 50. И цену гнали вверх, и самое большое накопление здесь ETF было в диапазоне 73-50 тысяч долларов. Вот я думаю, что сформированную вот эту базу мы рано или поздно пойдем щупать на прочность. От 74, ну 50, наверное, сейчас фантасмагорически, это, наверное, не ближайшее время, это, наверное, дальнее будущее, но вообще, если такое будет. Но в целом вот этот диапазон, тот, который магнитом притягивает саму цену на биткоин, я думаю, что давайте так, у нас еще индекс доллара не улетел в космос, у нас еще не пошла серьезная коррекция по S&P 500, у нас еще ничего не происходило из стресс-факторов, а уже цена 80 тысяч, это первый только чих произошел, то есть, знаете, кто-то случайно чихнул за компьютером, и вот, пожалуйста, минус 36% по битку от хая. А если произойдут реально фундаментальные вещи, многие начнут продавать, потому что, когда нужны деньги, то неважно, у тебя золото на руках, или серебро, или наволочки, или пшеница, или 2 мешка сахара, какая разница, тебе деньги нужны, и ты вынужден продавать, чтобы получить деньги. Также и здесь, поскольку биткоин не является деньгами, ну, я могу, конечно, предположить, что сначала они не будут продавать, они пойдут через залоговую тему работать, а потом уже, когда поймут, что денег им уже в залог никто не даст, и кредитные свопы, и кредитные линии будут закрыты, вот тогда пойдет реальная продажа. То есть паники на битке еще не было. Поэтому все еще достаточно оптимистично. Формирование базы отскок, тест еще одного уровня, и только после этого более серьезный тест. Поэтому в нашей парадигме мира, не финансовый совет, но вот как я мыслю. Я мыслю так, что деньги должны работать какой-то период времени. То есть вот почему я, например, противник таких показателей, как Total 2 или Total 3 или доминации биткоина. Сейчас я просто открою график и вам покажу. Ну вот, например, если вы возьмете Total 2 показатель и посмотрите 24 год, март месяц. Еще раз говорю, это исключительно мои наблюдения, это исключительно моя философия, моя парадигма. Я не даю финансовых советов, я просто рассказываю, как я мыслю. Если вы посмотрите 24 год, март месяц, посмотрите, где находился этот показатель. И я уже тогда говорил, что, ребят, не надо смотреть ни доминацию, ни... Я много лет я это говорю, что не надо смотреть на лжепоказатели. А теперь смотрите, в декабре 2024 года этот показатель был выше. И вот здесь вот, смотрите, август, сентябрь, октябрь, этот показатель был еще выше. То есть, исходя, если бы мы с вами двигались, как большинство участников этого рынка, мы бы с вами смотрели, что ага, пошел выше, значит будет еще выше. Допустим, если бы вы здесь, что этот показатель будет вот здесь, вы бы полные щеки, вот здесь март, апрель, май, там, июнь, неважно, июль или август, вот вы бы здесь полные щеки набрали бы альткоинов и сидели бы засаженные вот все это время. Значит, и вот здесь что бы вы получили? Вот такие вот уровни падения вы бы получили. То есть, чтобы у вас было сейчас, что называется, факты налицо вам, тем, кто рассказывал людям, что нужно, оказывается, было покупать, потому что дальше в этот показатель Total 2, Total 3 будет расти, а значит, ваши деньги вырастут. Хорошо, так, запомнили эту картинку, да? Просто это, вот я получаю, на меня давление огромное, 1000 людей мне пишут, что я не прав. И по поводу, они защищают свою позицию, что биткоин-доминация это важнейший фундаментальный показатель. И Total 2, Total 3, важнейший показатель. А теперь давайте посмотрим. Итак, запомнили, да? Март, апрель, аж до августа месяца нужно было накапливать альты и сидеть, потому что действительно, да, 1,7, 1,8 триллиона был этот показатель. Действительно, Total 2 был этот показатель, нужно было покупать и ходлить. Так, но фокус в чем? У меня сразу вопрос, а что нужно было покупать и ходлить? Альты? Ну, давайте пройдемся по целому списку альтов. Итак, суи. Суи. Накопили бы вы по $2, вы бы получили 4, допустим, среднюю. А потом пошло это все вниз, $3. Ну, сидеть 2 года в альте, который вот с такой динамикой вы его купили по 1,5, он укатался на 50 центов, потом на $5, потом, ну, с такой динамикой нет. Свинг-трейды совершать, да, я даже выдавал индикатор, который показывает тренды на суи. Ну, такая спорная, на самом деле, история. Лучше купить было биток или эфир по итогу, да? Да. ENA монетка. Замолкаю. Не стоило покупать. Не стоило. Это такой боковик с падающим.
Сахара недавний, нет, не стоило. ICP, нет, не стоило, потому что $15 мы уже не видели. Он только падал, 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 и закончилось все сливом на $2-4, как мы и говорили 2 года назад, что вот там будет интересно его покупать. World Chain, давайте посмотрим, стоило или не стоило с 2024 года. Нет, не стоило, потому что, вы видите, тогда он торговался по $8, закончилось все на 60 центов. Монетка Drift, стоило или не стоило? Нет, он обновил свои лои, сейчас по 20 центов. Не стоило в нем вообще участвовать. У меня не полная история, но не суть. Так, что у нас по Аптосу? Стоило или не стоило? $17-20, $10, сейчас 2,5. Нет, не стоило. ЗРО, стоило участвовать или не стоило? Нет, не стоило. Это падающий боковик. Ape Chain, стоило или не стоило участвовать, если бы вы прислушивались к Total 2, Total 3 метрикам и слушали технических аналитиков? Нет, не стоило. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, вот что у нас? Сеи. Стоило ли? Нет, не стоило сеи покупать. Линк. Сложно сказать. Боковик сейчас он ниже, но в моменте он чуть-чуть выше был. Да, действительно, было 20, потом 25, 23. Не стоило, потому что это просто боковик разматывающий. Не стоило его ходлить. Кайто. Не стоило ходлить. Падает. Пит. Не стоило. То есть, короче, давайте я уже не буду перечислять. Тонкоин. Хорошо, тонкоин. Что с тонкоином? Где тонкоин? $1,5. Фонды покупали 2,5-3. Стоило его ходлить? Нет, не стоило, друзья мои. Он вернулся еще до значений августа, там плюс-минус 23 года. Ронин, замолкаю, не стоило. Он вернулся опять на свои 19 центов. Что еще? Аптос уже смотрели. ZK, стоило или не стоило? Не стоило. Друзья, ну я надеюсь, это понятно, что Total 2, Total 3, как бы вы ни проявляли свои эмоции, но это лжепоказатель. И я много раз говорил об этом в закрытом, в открытом чате, в публичных видео, что у вас идет давление в виде разлоков. Цена может оставаться такой же, а капитализационные показатели будут вырастать в разы. И всем пудрят мозги, что смотри, ха-ха-ха. Но и где? Где люди пошли на ритейл, покупать на бирже, об них разгрузились и ноги вытерли, поэтому не стоило этого делать. По индикатору, ну давайте BTC доминацию посмотрим, ладно. Еще один лжепоказатель, вот я когда-то в видео снимал, что вот мы будем вот наверх и потом вниз идти. Ну давайте посмотрим, значит, у нас произошел так называемый типа альт-сезон до марта, ну март 24 года. Самые пиковые значения по всем ценам были, смотрите, вот 24 год, вот март. Вот здесь были пиковые значения, так, так. Да, были пиковые значения. После этого мы валились. Итак, мы валились аж до октября 2024 года. Так, подождите секундочку. Значит, здесь мини-альт-сезон, потом росла доминация. Ага, так, хорошо. Потом вот легкие такое вот взбодрили нас, легонечко упали. Альт-сезон был, не было? Ладно. О, наверное, здесь был альт-сезон, потому что здесь очень-очень сильно падала доминация биткоина. Смотрите, с 65 мы увалились 13% потерял биткоин доминация. Так может быть до сентября был альт-сезон и сильно выросли альты, и вы заработали серьезные деньги? Так, подождите, что-то тут не так. То есть получается здесь хорошо росли альты, мы там даже с ICP забрали 5 иксов, а потом еще 2 икса. А здесь по этому показателю нет, ждите, еще падения не было, это не альт-сезон. Хорошо. А вот здесь падение доминации было, а альты не росли на иксы. Ну, выборочных пару монет сделали, конечно, рост, но в целом по рынку роста не было. Да и откройте Total 2, Total 3 посмотрите. Ага, что-то тут не так, да? Да. А знаете, в чем фокус? А фокус в том, что мы пытаемся померить красное к горячему. Если коротко, доминация биткоина — это вот как смотреть на погоду по картинке из Инстаграм и пытаться сделать выводы. То есть красиво, но к реальному там шторму, дождю, либо холодно имеет очень мало отношения. То есть инструмент биткоин-доминация на TradingView — это не показатель силы биткоина, это показатель доли биткоина в общей капитализации криптовалют. И ловушка заключается вот где. Капитализация альтов — это синтетика. Капитализация — это цена, умноженная на циркулирующее предложение. Но у 70% альтов предложение искусственно маленькое, потому что 80 там, или 95% токенов заблокированы у фондов, команды, маркетмейкеров, там, бирж. И их капитализация — это цифра на бумаге, это нереальный объем денег. Доминация биткоина пляшет из-за этого, ну, не просто пляшет, плавает, да, из-за этого фантомного значения, то есть нереального. Второй фактор — это манипуляции. Они на стороне альткоинов. Когда фонды пампят альты на 10%, его капитализация взлетает на миллиарды, чисто на бумаге. И доминация биткоина, по идее, падает. Хотя в биткоине не происходило ничего. И в капитализации тоже, и в цене чаще всего тоже. Это создает ложное ощущение альт-сезона.
Ну, на графике доминации, конечно же. По факту его, естественно, нет. Стейблкоины — точность. В доминации включены USDT, USDC, DAI, и их капитализация меняется не по рынку, а по печатному станку Тезера и Circle. Тезер напечатали 3 миллиарда, доминация биткоин упала. Трейдеры думают, альты начинают расти, пора лонговать. Нет, это не так. На деле просто напечатали стейблкоины, и после так называемого Genius Act стейблкоины будут только расти, поэтому еще раз, смотреть биткоин-доминацию не стоит, потому что в случае, если будет массово увеличиваться количество стейблкоинов, извините. По поводу новой капитализации мемкоинов. Это вообще цирк. Когда выходит новый мемкоин на Solana, капитализация может отображаться, отражаться там, на 500 миллионах ликвидности, да, фейковой ликвидности. Да, то есть 800 тысяч долларов в такой мемкоин запихивают реальных денег, и там уже миллиардная капитализация. Поэтому это все чес, это бред, это нет, не надо смотреть. То есть доминация биткоина падает, ломаются, и, в общем, опять люди заблуждаются в своих выводах. Доминация не учитывает ликвидность. На рынке важны не цифры в строке, а реальные деньги, которые могут двигать цену, которые реально заходят. И биткоин может быть на трехлетнем максимуме, например, по ликвидности. Но доминация показывает падение и тренд в сторону снижения. Потому что где-то на CoinGecko добавили 200 новых токенов с капитализацией по формуле. Либо где-то произошли серьезные разлоки, и капитализация выросла. Разлоки — это вообще отдельная история, поэтому биткоин-доминация не работает как опережающий индикатор. Трейдеры часто ждут. Если доминация падает, значит альты растут, либо скоро будут расти, значит тренд на рост альткоинов. Но на самом деле альты могут расти при доминации, альты могут падать при падении доминации, все что угодно может происходить. Крупные разлоки в определенные месяцы происходят, доминация в итоге снижается, но альты ж падают. Биткоин падал, альты падали на опережение, а из-за разлоков значения какие-то есть. Биткоин-доминация реагирует после цены, а не до нее. Это не опережающий индикатор. Не нужно по ней думать, что если сейчас вот это, то там будет потом вот так. Нет. TradingView использует усредненную капитализацию, и это нереалистичный рынок. Разные биржи дают разные объемы, разные API дают разные circulation supply. TradingView использует просто агрегатор. То есть ошибки 3-10% это абсолютная норма. Это еще одна копеечка в копилочку. Да? Вывод. Доминация биткоина — это не индикатор тренда. И уж точно не инструмент для прогнозирования либо принятия финансовых решений. Это оптическая иллюзия, основанная на искусственной токеномике, на искусственных цифрах, манипуляциях фондами и учете того, что не надо учитывать. То есть стейблкоины не должны входить в этот индикатор. Фантомные мемкоины и мусорные капы всего-то там, чего-то там, не надо это все учитывать. Это для тех, кто считает биткоин-доминацию таким образом, как капитализацию биткоина, они делят на капитализацию всего остального рынка. И это заблуждение, это неправильно, поэтому, пожалуйста, не делайте так, чтобы не допускать ошибок. Спасибо. Поэтому я считаю, те, кто говорят, ты не умеешь просто смотреть биткоин-доминацию, либо еще что-то. Слушайте, давайте так. Если вы умеете, если вам это помогает деньги зарабатывать, пожалуйста. Но знаете, в чем проблема? 90% нашей всей аудитории смотрели годами на эти лжепоказатели, делали неправильные выводы, неправильные действия, и сейчас у них финансовые проблемы и трудности. Поэтому, если вы точно знаете, как им пользоваться, пожалуйста, если вы выходите на публичную... Вот я почему о них не говорил никогда? Я не знаю, как ими пользоваться. Я знаю только то, что они какую-то херню показывают. Поэтому давайте договоримся. Если вы знаете, как пользоваться биткоин-доминацией, пожалуйста, выйдите в YouTube и расскажите всем, как им пользоваться. Потому что вот классические методы здесь не работают. И давайте договоримся так. Если то, что вы знаете, и то, что вы говорите, помогает людям зарабатывать, либо как минимум они не теряют деньги благодаря вашим советам, тогда выходите и давайте ваши советы и рекомендации. Но мы советов и рекомендаций не даем, мы высказываем свое мнение исключительно в информационных образовательных целях. Спасибо вам большое за внимание. Итак, вернемся к нашим пирожкам. Где ты считаешь, вопросы из интернета, где ты считаешь, может быть самое-самое-самое дно, которое только возможно по биткоину? Ну, смотрите, вот эту вот нижнюю полку 60 тысяч долларов могут протестировать и снести, потому что это финансовая неэффективность всего 4-летнего цикла. Поэтому я думаю, что магнитно туда цена притянется рано или поздно. Точную дату я вам сейчас не подскажу, когда это произойдет. Хотя ее тоже можно померить, но это не тема сегодняшнего видео. Но так или иначе мы пришли с вами в первую неэффективность по ETF. И что же произошло у нас именно тогда, когда мы начали приходить к этой неэффективности? Массовый перевод
биткоинов на биржу Coinbase Prime от BlackRock'овских эмитентов. То есть здесь уже людям становится страшно, потому что все-таки толпа, по большей части, вот так себя ведет. Но вы скажете, так а что, у BlackRock клиенты хомяки? Я этого не знаю. И знать не могу, и говорить не могу. Но следующая серьезная полка неэффективности находится вот в этом диапазоне 70, 69, 70 тысяч долларов. Поэтому, если цена туда придет, вот там-то я расчехлю наконец-то стейблкоины. Вот. Я уже продал свою хомячую клетку. Я уже, что называется, да, накопил немножечко на покупку вот таких вот очень высокорисковых активов в виде альткоинов и биткоинов. Ведь мы работаем с вами в криптовалютах, мы работаем с вами в биткоине, правда? Я работаю в биткоине. Но отношение к биткоину как к спекулятивному высокорисковому активу. Поэтому вот наша задача, вот этот вот диапазон, в случае, когда дадут вопрос только времени, откупить финальную точку, где я вижу. Ну, то есть DCA должен для серьезных математических товарищей, как мы, должен базироваться так, что вы здесь можете до 20, ну, самый край, наверное, 30% и распределить еще 2 бая на вот этих вот уровнях. Это не финансовый совет, это просто моя математика. Если двигаться по этой стратегии, то вы остаетесь в финансовой безопасности, вы остаетесь трезвыми. В мире еще ничего такого фатального не происходило. Финансового кризиса не было рецессии, не было депрессии, не было ничего за последние 20 лет. Поэтому выдыхайте, наслаждайтесь жизнью, все замечательно, все радужно, все оптимистично. Ну и давайте пару слов все-таки по новому индикатору. Как новому? Для вас он новый, для нас-то он не новый. Но ATR Top and Bottom говорит о том, что мы достаточно ушли в низкий диапазон, и нам остается по DCA накапливать и ожидать очень хорошей дивергенции. Если мы ее получим скрытую, как это было в истории, то, друзья мои, ну, радоваться будет нечему. Еще раз покажу на истории. Вот скрытая дивергенция. Смотрите, у нас этот индикатор, донышки у нас в горизонтальной плоскости, а цена в отрицательной плоскости. Это скрытая дивергенция, то есть это будет хороший отскок, но это еще не формирование дна. А вот дно, например, формировалось вот здесь. А разворотная формация была немножечко дальше. Смотрите, мы обновили лой, а индикатор пошел вверх. Классическая дивергенция. После этого, видите, индикатор шел кратно выше, а здесь уже формировалась еще одна дивергенция, только здесь уже была классическая, а здесь была скрытая. И две подряд вот такие вот бычьи дивергенции привели к тому, что нам тренд развернули. После этого была еще одна вот такая вот накопительная база. Кстати, почему этот уровень, почему был этот уровень? У меня было отдельное видео, математически я выводил выкладки, почему это было именно так. И на будущее мы закладываем такое же ожидание. Плюс расширение временные Фибоначчи нам тоже уже дают следующие даты разворотов. Ну, об этом будет следующее видео. Кстати, этот индикатор работает и в противоположную сторону. Если видите, вот когда идет сильное повышение, как здесь, цена повышает свои пики, а индикатор понижает пики. После этого сильный слив. Видите? Так бывает. То же самое и дальше происходит. Пользуйтесь этим индикатором, он достаточно мощный, достаточно сильный. И видите, вот, например, такие дивергенции большие, как вот здесь, например, вот обратите внимание, цена формирует восходящую структуру, а индикатор формирует падающую структуру. И вот такие дивергенции тоже круто очень отрабатывают. Видите, здесь падающая структура, то есть цена не обновляет лои, а индикатор уходит крайне низко. И относительно прошлого слива крайне низко обновляется структура. На основании этих выводов мы делаем заключение того, что происходит здесь и сейчас. Если помните, вот смотрите здесь. Здесь было 74, то есть было не такой сильный прокол, не такой сильный провал. Вот видите, мы шли, вот мы сейчас идем с повышением цены, а на этом индикаторе мы ушли крайне низко. Здесь повышение донышек, а на этом индикаторе понижение. То есть классическая дивергенция. Поэтому отскок, что называется, в среднесрочной перспективе more likely. Поэтому, если бы я, например, сейчас виртуально принимал какие-то решения, то я бы заложил еще ожидание набора, что называется, массы, вплоть до 70 тысяч долларов сейчас. 75, 69. Я бы еще отложил деньги в случае, ну, это мы сейчас говорим про спотовые покупки, то есть спот ты покупаешь при там 85 или там 80, потом 75 и 70. Вот 3 покупки делаешь и в ожидании отскока, в ожидании прибыли. Слили нас достаточно хорошо и неплохо. Наверняка вы понимаете, что это высокорисковый спекулятивный актив, за которым никакого особого фундамента нет, по большому счету. Поэтому вы должны всегда помнить то, что это только ваша ответственность, ваши деньги, и нельзя высокорисковые инструменты закладывать последние. Можно просто вывести какую-то, не знаю, какие-то финансы, какие-то деньги, которые вам не жалко, которые вам не нужны, которые вам не пригодятся завтра. И вот, собственно, ими
пробовать, спекулировать, если у вас есть опыт и образование. Еще раз напомню, у нас в закрытом чате есть ссылка на 2 образовательных курса. У нас пройдет скоро закрытый стрим с Эриком Найманом, который сделает свою презентацию, как зарабатывать на рынках. Там про фондовый рынок, про риск метрики, про будущий кризис, про все это мы проговорим на цифрах. А первое. Второе. Бесплатный образовательный курс от Александра Кубышкина. Также в закрытом чате по ссылке в описании добавляйтесь. Также образовательный курс и закрытые стримы от Степана Геннадьевича Демуры. Закрытые стримы, на которых он отвечает на ваши вопросы, мы разбираем в картинку. Кстати, прошлый его прогноз на 80 стримы таки сходили. Он вот в прошлый раз прогнозировал, что дальше мы, скорее всего, поедем вниз. Да, мы действительно сходили вниз, поэтому это замечательно. И дальше будем смотреть, как будет формироваться база. Закрытое интервью, наш с ним стрим пройдет уже сегодня, если вы поддерживаете наш канал. Ну, а если нет, тогда ждите в публичной плоскости. Он появится рано или поздно, может быть, на следующей неделе. Ну, что сказать еще раз? Еще раз, мы ничего не продаем. Мы бесплатно предоставляем всю информацию по ссылке в описании. Добавляйтесь, и все. Да пребудет с вами сила. Спасибо.